Они потеряли родителей в авиакатастрофе. Сегодня они идут знакомиться с директором школы, которая тоже потеряла детей в той же авиакатастрофе. И теперь она хочет их усыновить. Когда они приходят, директор спрашивает, почему они так опоздали. В ответ Катара называет ее старухой. Рю молчит и извиняется перед ней. Тогда директор говорит, что в обмен на то, что они будут жить у нее, они должны работать нянями в ее школе. Затем Сайкава отводит их в детский сад. Там они видят, что дети играют друг с другом. Сайкава говорит, что это клуб нянь, который открыл сын директора, но никто не захотел в него вступать. И клуб так и не был создан. Рю говорит, что он будет первым членом клуба и сделает все возможное для него. Сайкава вытирает слезы и говорит, что его тронула их доброта. Затем он желает Рю удачи и уходит. Рю заходит в комнату детского сада. Все дети перестают играть и смотрят на них. Затем они подбегают к Сайкаве и прячутся за ним. Один из детей дергает Сайкаву за ухо, и он просыпается. Рю представляется новым воспитателем. Мужчина отвечает, что слышал о них. Он подходит к Рю и представляется Юдой Есихиро, выпускником этой школы и единственным воспитателем. Дети спрашивают Юду, можно ли им поиграть с ними. Юда говорит, что сначала они должны представиться, и они все сразу кричат свои имена. Юда предлагает им построиться в паровозик и представиться по очереди. Первый – Кирин, второй – Така, третий – Такума, у которого есть брат-близнец Кадзума, самая младшая – Мидори. Рю подходит к Катара и опускает его на землю. Но Така называет его монстром и говорит всем напасть на монстра Катара. Рю в шоке и останавливает их, говоря, что он может быть монстром для них. Они все нападают на него, бьют его мечом и дергают за щеки. Катара видит, что они издеваются над его братом и пытается его защитить, но его каждый раз отталкивают. Он не знает, что делать, и Рю говорит ему поиграть где-нибудь в другом месте, говоря, что со мной все будет в порядке. Катара подходит к книжной полке и достает книгу. Затем он смотрит на Рю, окруженного другими детьми. Юта спрашивает, ты хочешь вернуть своего старшего брата? Катара кивает, затем он спрашивает, может, я почитаю тебе эту книгу? Он качает головой и смотрит на Рю. Юта понимает, что он чувствует себя одиноким и гладит его по голове, говоря, в этой комнате он не заметит тебя, пока ты сам не позовешь его. Юта зовет Рю и говорит ему, моя смена закончилась. Затем он протягивает Мидори Рю и спрашивает, ты справишься с детьми сам? Рю отвечает, да, я справлюсь. Когда Юта уходит, он думает, я бы остался, если бы ты попросил меня. Теперь Рю меняет подгузник Мидори и Така нападает на него. Кайран подходит и спрашивает, ты голоден? Я приготовила еду. Она тащит Мидори, говоря, я буду мамой, а ты будешь ребенком, Мидори. Рю останавливает ее, говоря, это может быть опасно. Вдруг она пугается, когда близнецы пробегают мимо нее. Кадзума падает и собирается заплакать, но Рю поднимает его. Такума гладит его и говорит, больно-больно, улетай, и Кадзума чувствует себя лучше. Кайран расстроена, что испортила еду, и Рю пытается ее подбодрить. Мидори начинает плакать, и Рю быстро берет ее на руки. Така снова набрасывается на него и начинает дергать за уши. Затем он смотрит на Катара, спрашивая, все ли с ним в порядке, и Катара кивает. Но Така снова нападает на него, отвлекая, и Катара кажется, что он остался один. Приходят матери мальчиков, и они обнимают их. Мама Кирана спрашивает, кто такой Рю, и он представляется. Затем матери представляются сами. Маму Мидори зовут Юкари, маму Такума и Кадзуму Юми, а маму Кирана Йой. Рю говорит, что рад с вами познакомиться, это мой младший брат Катара. Пока Катара смотрит в книгу, они все здороваются с ним. Теперь они все машут Рю на прощание и говорят, что увидятся завтра. Как только Рю заходит в комнату, появляется брат Таки и говорит, «Така, пора идти». Он смотрит на Рю и спрашивает, кто ты? Рю отвечает, я новый помощник в средней школе, учусь на 3-м курсе. Брат Таки говорит, я Хаэта, учусь в том же классе, что и ты, так что ты перевелся к нам. Рю отвечает, да и думает, что он выглядит довольно страшным, но при этом хорошим парнем. Така говорит брату, я не пойду домой. Хаэта говорит, ты пойдешь. Тогда Така говорит, нет, я хочу еще поиграть с Рю. Хаята бьет его, и Така начинает плакать. Рю говорит, тебе не обязательно было его бить. Така бьет Хаята по ногам и называет его злюкой. Хаята предлагает Рю присмотреть за его братом, потому что тот выглядит одиноким. Рю говорит, хорошо. Затем Хаята уходит с такой. Рю подходит к Катара и спрашивает, хочешь, я почитаю тебе эту книгу? Но Катара падает на колени Рю, тяжело дыша. Он выбегает, догоняет Хаята и умоляет его отвезти его в ближайшую больницу, потому что у его брата жар. Хаята соглашается, быстро отвозит Таку к матери на работу и вместе с Рю бежит в больницу. По дороге Рю думает, почему он оставил своего младшего брата одного. В больнице, пока Катара лежит на кровати, врач говорит Рю, что жар может быть вызван стрессом из-за смены обстановки. После того, как Катара немного отдохнет, с ним все будет в порядке. Позже медсестра говорит, что он может забрать Катара домой, когда тот проснется. Рю выходит на улицу и думает, что нужно сообщить родителям, но когда он понимает, что их больше нет, у него наворачиваются слезы. Он начинает плакать, думая, что его родители никогда не вернутся, а Катара – это все, что у него осталось. В этот момент председательша кладет руку ему на плечо и говорит, что он наконец-то заплакал. Она вспоминает день похорон, когда увидела, что плачут только она, Рю и Катара.
Она говорит ему, что те, кого они потеряли, не вернутся, но это не значит, что они одни в этом мире. Из его глаз снова текут слезы. Позже Рю заходит в больницу. Медсестра выходит с плачущим Катара и говорит, что он плакал с тех пор, как проснулся. Катара протягивает к нему руки, и Рю обнимает его, называя идиотом за то, что он не позвал его раньше. Он спрашивает, понял ли Катара, что они больше не увидят своих родителей. Той ночью председательша заходит к ним, чтобы поправить одеяло. Когда она уходит, Рю понимает, что она права, никто не одинок. На следующее утро председательша спрашивает Сайкаву, откуда взялись эти увядшие цветы. Рю говорит, что Сайкава и Катара собрали для тебя эти цветы. Он собирается их выбросить, но она забирает их обратно и краснеет, говоря, что передумала. Тем временем учитель просит Рю представиться. Он запинается, но, взглянув на Хаэта, чувствует себя увереннее и представляется. В детском саду Така предлагает Катара почитать его любимую книгу. Катара кивает, и другие дети радостно улыбаются. Позже Рю читает книгу о могучих рейнджерах. Така говорит, что он красный рейнджер, но Такума тоже хочет быть красным рейнджером, как и его брат. Киран говорит, что он розовый рейнджер. Юта засыпает, обнимая Мидори. На следующее утро Рю просыпается и видит, что Катара лежит у него на груди. Он садится и обнимает его, вспоминая, что они больше не с родителями. Вдруг Рю вздрагивает, когда старая ведьма распахивает дверь и приказывает им вставать и собираться в школу. Сайкава говорит, что уже приготовил им завтрак и обед. Пока старая ведьма отчитывала их, Катара схватил ее за волосы и назвал ее лохматой. Она предупреждает его, что если он еще раз назовет ее лохматой, она подстрижет его также. Сайкава представляет это и находит это милым. Затем она дарит Рю школьную форму, потому что он будет учиться в ее академии. Понимая, что она потратила деньги на новую форму, он благодарит ее, и она уходит. В детском саду, когда Катара снимает обувь, Узида удивляется, что старая ведьма купила форму для Рю. Затем он говорит Катара, что идет на урок и вернется к обеду. И оставляет его в детском саду. По дороге в класс он немного смущается, потому что другие ученики смотрят на него. В этот момент появляется Хаята и говорит, что это из-за того, что ты привел с собой детей. Рю оборачивается и спрашивает, что они здесь делают. Така объясняет, что Катара хотел пойти с тобой, поэтому они тоже пришли. Катара обнимает Рю, а остальные дети просят его поиграть с ними, смущая его. Хаята поднимает кулак, чтобы их утихомирить, а Така убегает в слезах, называя своего брата придурком, и врезается в сердитую девушку. Она спрашивает, что здесь делают дети, и ругает их за то, что они превратили школу в игровую площадку. Дети начинают плакать от страха и прижимаются к Рю. Он извиняется и отводит детей обратно в детский сад. Это девушка Амада, лучшая ученица в школе, но из-за ее поведения другие говорят, что она очень жестока к Рю. Но она игнорирует их и уходит. Тем временем они возвращаются в детский сад и видят, что Юзетта, как обычно, спит. Хаята бьет его, чтобы разбудить от сладкого сна. Рю замечает Катара, который кажется расстроен из-за того, что произошло. Он гладит его по голове, чтобы подбодрить. В этот момент появляется Амада и отдает таки забытый обед, который ему прислала мама, учительница в их школе. Но увидев ее, дети начинают дрожать от страха. Как только Амада собирается уходить, Юзетта кричит от боли в животе. Он просит Хаята отвезти его в медпункт и поручает Рю и Амаде присмотреть за детьми, пока его не будет. Они ошеломлены, наблюдая, как они уходят. Рю уверяет Амаду, что справится сам, и она может вернуться в класс. Она настаивает на том, чтобы остаться и выполнить поручение Юзетты. Но дети прячутся за Рю, как испуганные белки, избегая ее присутствия. Затем Амада предлагает подержать спящую Мидори. Она краснеет и громко говорит: «Я просто хочу помочь». Ее голос будет Мидори, она начинает плакать, и Рю пытается ее успокоить. Така тычет Амаду мечом в бок. Все дети готовятся напасть на нее, называя злодейкой. Инамата сердито спрашивает, кого они называют злодейкой, и это их пугает. В этот момент Рю замечает, что Инамата начинает плакать и просит детей извиниться за свое плохое поведение. Но она не хочет их извинений и жалеет Рю, который вынужден заботиться о непослушных детях. Рю улыбается и говорит, что они не обуза. Но Амада бьет его подушкой и говорит: «Не улыбайся мне так». Она кидает в него мягкие игрушки и плачет, что ее никто не любит, а дети любят только его. Она хорошо учится только в школе. Кайран кладет руки на колени, а Амада вытирает слезы. Она говорит, что не надо плакать, и все дети смотрят на нее заплаканными глазами. Она обнимает их, и они все извиняются перед ней. Вскоре мы видим, что она мирно спит вместе с детьми. Позже Катара смотрит на тигра на своем свитере, и Рю спрашивает, почему он на него смотрит. Кайран отвечает, что ему грустно, потому что Така его обидел, сказав, что глупо носить футболку с тигром, если он никогда не видел настоящего тигра. Така говорит, что он просто сказал правду. Хаята бьет его по голове и ругает за то, что он обидел Катара. Така плачет и говорит, что ты всегда так поступаешь со мной, брат, ты просто меня ненавидишь. Хаята прямо говорит, что не особо любит и не ненавидит его. От этого Така заплакал еще сильнее, подбежал к тебе Зета и закричал: «Я ненавижу тебя, брат!» Хаята забирает Таку и уводит его домой. Затем Рю предлагает Катара сходить в зоопарк в эти выходные. Другие дети тоже хотят пойти в зоопарк.
Узида появляется и предлагает отвезти всех, решив присоединиться, ведь ему платят за работу по выходным. Во время ужина Катара ест, а Рю просит у председателя разрешения пойти в зоопарк. Она соглашается, но отказывается платить тебе за это, потому что с ними идут и мамы. Рю приглашает ее присоединиться, но она отказывается, говоря, что это вонючее место. В день поездки Сайкава дает Рю большую коробку с обедом и немного денег от председателя на поездку. В зоопарке он предлагает заплатить Узиде этими деньгами. Узида отказывается, но планирует сделать фотографии детей и продать их отцам, которые не смогли прийти. Хаята появляется в своей баскетбольной форме и оставляет Таку, потому что ему нужно идти на тренировку. Теперь они все пошли смотреть на животных. Дети в восторге от слона. Узида делает несколько фотографий, пока они с интересом смотрят на разных животных. Дети пугаются, когда тигр рычит сквозь стекло. Они бегут к Узиде и своим мамам. И дрожат от страха. Катара все еще стоит перед тигром, не двигаясь. Рю видит, что он очень напуган. Он берет Катара на руки, понимая, что если бы они были в дикой природе, то первым бы съели его. Потом они видят милых тигрят. Юта решает, что пора обедать, и Рю идет к шкафчикам за своим обедом. Он смотрит на Катара, потом переводит взгляд на семью, которая наслаждается прогулкой по зоопарку, и представляет своих родителей. В этот момент ему звонит Юта и просит поторопиться. Мама хвалит Катая за то, что он приготовил такой вкусный обед, в котором много еды в виде животных. После обеда Юдза фотографирует детей с кроликами, уверенная, что их папы купят эту милую фотографию. Катара показывает на овцу и называет ее лохматой, как председательница. Рю и Катара подходят к пожилой женщине, и Юдза фотографирует их. Затем Така показывает Катара ястреба и хвастается, что его имя тоже означает ястреб. Рю говорит Таке, что имя сокола Хаябуса тоже означает Хаята. Така отрицает, что Хаята его брат, и уходит с Катара. Потом они идут в магазин игрушек. Дети выбирают игрушки и просят мам их купить. Катара хочет брелок в виде лохматой старушки. Рю платит за него, оставляя Таку и Юту. Юта предлагает Таке купить сувенир для его брата. Но Така краснеет и говорит, что не хочет. В этот момент он видит кого-то похожего на своего брата и бежит за ним, пока Юта выбирает сувениры. Остальные подходят к Юте, но таки нет. Уже темнеет, Така бежит за своим братом, но тот смотрит на часы и понимает, что это не его брат. Он думает вернуться, но спотыкается и падает. Поняв, что потерялся, он плачет, зовя старшего брата. В этот момент появляется Хаята и поднимает его. Он называет его идиотом и говорит, что мужчина не должен плакать из-за того, что потерялся. Рю тоже подходит к нему и с облегчением видит, что с Такой все в порядке. Хаята бьет Таку и говорит, чтобы тот извинился. Позже, когда день подходит к концу, все прощаются. Ву рад, что Хаята пришел, и говорит, что Таке было очень одиноко без него. Хаята говорит, что пришел, потому что мать отругала его за то, что он оставил Таку одного. Катара и Така спят, Така что-то бормочет во сне. «Я люблю тебя, брат». Хаята говорит: «Идиот, я тоже тебя не ненавижу». Или ты дразнишь Хаята. Даже если ты кажешься холодным, я знаю, что ты очень любишь своего брата. На следующий день, пока Катара читает книгу, остальные дети играют. Юзада смотрит на календарь и понимает, что сегодня день Святого Валентина. Он зовет детей и протягивает руки, но дети не реагируют. Катара кладет руку на руку Юзды. Он говорит: «Нет, я хочу, чтобы твои мамы прислали мне подарки на день Святого Валентина». Все дети восклицают, что у них нет ничего подходящего по размеру. Тем временем среди девочек в классе ходят слухи о Дне Святого Валентина. Они спрашивают Юки, застенчивую девочку, нравится ли ей кто-нибудь, но она смущается и нервно смеется. Мальчик спрашивает Кью, дарил ли ему кто-нибудь шоколад на День Святого Валентина. Когда Рю отрицает это, Юки облегченно улыбается, потому что она влюблена в него. В этот момент одна девочка предлагает шоколад Хаята, но он отказывается, говоря, что ему это не нравится. Мальчики кричат: «Ты ненормальный, если не хочешь, отдай нам». Главная звезда — Яги, блестящий ученик, которого девушки осыпают шоколадом. Это разозлило Амаду, так как он раздавал подарки на территории школы. Девочки спорят: «В чем твоя проблема? Ты просто зануда». Яги вмешивается и говорит, что примет эти щедрые подарки после уроков. Он спрашивает Амаду, что она вчера помогала нянечкам, верно? «Я тоже хочу вступить в клуб нянечек. Ты что-нибудь об этом знаешь?» Амада вспоминает, что в детском саду как раз набирают новых членов. Она в ярости кричит, чтобы спросить об этом самого руководителя клуба, и выбегает из комнаты. Друг Яги Незу молча наблюдает за происходящим. Амада задумывается над словами девочки, признавая, что она зануда. Она со слезами на глазах говорит, что куда бы она ни пошла, везде все портит. Она боится возвращаться в детский сад, думая, что дети тоже ее возненавидят. Теперь Яги идет в детский сад и просит принять его в клуб нянечек. Рю очень рад, что кто-то заинтересовался работой нянечки. Затем он представляется и каждому из детей в детском саду. Яги представляется и хвалит милые косички Кирана, и она радостно их показывает. Затем он говорит Таки, что ты крутой, прямо как твой брат, и тот с энтузиазмом отвечает: «Да, я крутой». Он хвалит глаза Мидори, что ей очень льстит. Такуми и Кадзуме он говорит, что вы оба выглядите как лучшие друзья. Рю поражен тем, как быстро Яги подружился с детьми. В библиотеке Инамата слышит, как двое мальчиков говорят, что Яги всегда пристально смотрит на детей.
Она бежит в детский сад, чтобы спасти их. Тем временем Яги улыбается Катара. Его улыбка беспокоит Рю. Яги говорит, что Катара выглядит круглым и пухлым и собирается дотронуться до него. В этот момент вбегает Амада и распахивает дверь, приказывая Яги остановиться. Она в шоке, увидев кровь на полу, но понимает, что у Яги идет кровь из носа, потому что он ущипнул Катара за щеку. Но причина также зловещая, потому что в детском саду появляется друг Яги Незу и обвиняет его в том, что он извращенец. Яги в ужасе оттаскивает детей от Рю, который отрицает обвинение, говоря, что он не объедался шоколадом. Но Недзу замечает, что Рю ничего не ел. Он уводит его, и Яги соглашается больше не вступать в клуб. Но он спрашивает, может ли он иногда приходить, чтобы пощекотать Рю. Юдзата щекочет Мидори, говоря, что это весело. Дети узнали о шоколаде и теперь тоже хотят его попробовать. Яги начинает предлагать им шоколад, но Недзу его останавливает. Дети просят у Аматы шоколад, но она говорит, что это запрещено правилами школы, и они начинают плакать. Но она подбадривает их, обещая, что завтра они получат шоколад, и дети начинают прыгать от радости. Рю и Амата идут домой, и день подходит к концу. Он говорит ей подождать, а сам забегает в магазин. Через несколько минут он возвращается, и Катара протягивает ей маленькую коробочку с шоколадом. Рю говорит, что можно дарить шоколад за пределами школы. Амата отвечает, что она просто зануда, и Рю говорит, что ему это в ней нравится. Затем он прощается и уходит, а Амата краснеет. Юки тайно следит за ними, думая, что они встречаются. Тем временем Яги покупает шоколад для детей и рассказывает об этом Недзу. Я могу представить, как щеки Катара раздуваются от шоколада, и у него идет кровь из носа. Вечером Сайкава предлагает Рю и Ката шоколад, который он сам приготовил. Ката пытается дотянуться до него, и Сайкава помогает ему. После того, как Ката берет шоколад, он просит брата открыть рот, и Рю съедает его, и благодарит Ката, который улыбается. Тем временем Инамата выбирает лучший шоколад для детей в детском саду. На следующее утро на уроке физкультуры мальчики дрожат от холода. Рю спрашивает Хаята, почему он не двигается. Хаята говорит, что ему холодно, и мальчик спрашивает: «Ты что, киборг?» Юта Джастин появляется с детьми в коляске, они просят его выпустить их. Дети сразу же подбегают к Рю, и он чувствует их тепло. Рю спрашивает Юту о коляске, и тот отвечает, что использует ее, чтобы дети не убегали во время прогулки. Они как животные. Дети говорят: «Ты идиот, ты зета, мы не животные». В ответ Узда пугает их, говоря, что если вас, ребятки, похитит какой-нибудь странный человек и запрет в темной комнате. Никто не услышит ваших криков, и тогда вас съедят. Рю говорит Узде, чтобы он не пугал детей, они и так напуганы. Но он предупреждает детей, чтобы они не уходили с незнакомцами. Другие мальчики замечают, что Рю стал теплее, когда окружил себя детьми, и протягивают к ним руки. Они гоняются за ними, называя их грелками, и даже дерутся из-за них. Рядом стоит незнакомец и наблюдает за детьми. Рю останавливает двух студентов, которые пытаются схватить Кайрана, который прячется за Ютой Джастином. Така подбегает к брату и просит о помощи. Мальчик ловит Кадзуму, который от страха съеживается. Рю видит, как Такумо убегает в кусты, и зовет его. Незнакомец стоит перед ним, когда он входит. Незнакомец хватает его. Рю отдает Катара мальчику и спешит спасти Такуму, крича незнакомцу, чтобы тот отпустил его. Хаята снимает ботинок и бросает его в незнакомца. Это точный удар, как у профессионального игрока. Такума радостно улыбается, когда незнакомец падает, держа его. Юдзата хвалит Хаята за точный бросок, а Рю спрашивает, знает ли Такума этого человека. Такума радостно сообщает, что он отец Рю и Хаята. В детском саду он извиняется за то, что устроил переполох. Рю спрашивает, почему он прятался в кустах и выглядел таким подозрительным. Юта объясняет, что он актер, недавно снявшийся в рекламе зубной пасты, и он знаменит. Кусук говорит, что не хотел устраивать сцену, если бы его узнали. Но Рю и Хаята не узнают в нем актера. Он смущается, понимая, что переоценил свою известность. Он говорит, что ему очень неловко, и плача добавляет, что это его первый выходной за 6 месяцев, и он хотел провести его со своими детьми, потому что беспокоится, что они его больше не узнают. Рю предлагает ему провести время с ними в детском саду, им это понравится. Кусук с благодарностью соглашается остаться, и Рю зовет Такуму и Хаята. Затем он берет Хаята на руки и передает его отцу. Но Хаята начинает плакать. Кусук открывает дверь, говоря, что уходит. Рю останавливает его, говоря, что Хаята не любит, когда его держат незнакомые люди, и это еще больше ранит его. Затем он говорит, что если ты уйдешь сегодня, то расстояние между тобой и твоими сыновьями увеличится. Кусук тронут, и у него наворачиваются слезы. Рю говорит, что поможет ему помириться с детьми. В этот момент Такума говорит, что ты плакса. Кусук играет с Такумой, но Хаята кричит: «Верни его». Затем он пытается поиграть с Мидори, и Хаята снова плачет. Даже после того, как Рю успокаивает его, Хаята продолжает плакать от страха. Кусук играет в машинки с другими детьми, но Хаята говорит, что это страшно. Ада шепчет, что не знала, что Хаята так не любит своего отца. Кусук сидит в углу, подавленный. Затем он подходит к своим сыновьям и извиняется за то, что прервал их веселье. Он говорит: «Развлекайтесь, я подожду вас дома». Он решает уйти и машет сыновьям на прощание. Кусук медленно выходит, но сталкивается с ученицей. Девушка сразу его узнает.
Ее крик привлекает других девочек, которые окружают актера, просят у него автографы и фото. В этот момент Кусу слышит голос папы и видит, что Рю и Хиата держат Такому и Кадзуму. Они хотят, чтобы он вернулся. О, папа-актер так этому рад, что плачет. Он пытается пробраться сквозь толпу и спрашивает, не они ли только что назвали его папой. Появляется учительница и свистит в свисток, показывая фотографию председателя школьного совета. Она предупреждает, что если они не вернутся в класс, то останутся на второй год. Девочки быстро убегают. Учительница, которая оказывается его женой, извиняется и объясняет, что Узида рассказала ей, что произошло. Она говорит, что показывала близнецам фильмы с его участием, чтобы они не скучали по нему. В последнем фильме он играл похитителя, поэтому Кадзума его боится. Она добавляет, что он был очень крут в роли злодея. В этот момент Такума и Кадзума спрашивают, не хочет ли он с ними поиграть. Кусу обнимает их и плачет. Оба ребенка очень рады видеть отца. Катара молча наблюдает за их счастливой семьей. На следующее утро расцветают прекрасные вишни. Это первый день Рю в старшей школе после окончания учебы. Он идет к доске объявлений, чтобы повесить объявление о поиске няни, но видит, что оно уже заклеено листовками других клубов. Затем он идет в комнату для занятий, где на него сразу же набрасываются дети, и он падает. Он роняет плакат, который приземляется на голову Катара. Катара стоит неподвижно, даже не пытаясь его снять. Юта просто читает текст плаката, который лежит у Катара на голове. Тогда Рю просит его хотя бы снять плакат, прежде чем читать. Юта предлагает им обойти все клубы. Близнецы с радостью соглашаются. Така хочет зайти в клуб своего брата, а Киран тоже воодушевлен. В коридоре дети берутся за руки и устраивают парад. Они поют и танцуют, изображая, что пукают. Это очень смешно, а Катара никак не может попасть в ритм. Ву немного смущен, потому что все внимание приковано к ним. Киран с радостью открывает дверь в театральный клуб. Но она пугается, и остальные тоже, кроме Такумы, когда видят ее маму в образе зомби. Ее мама, которая руководит этим клубом, говорит: «Ты что, не узнаешь свою маму?» Это все из-за макияжа. Рю останавливает ее, говоря: «Мэм, они все вас боятся, а дети дрожат и прячутся». Она начинает разговаривать с Рю, и тут Катара дергает его за штаны, указывая на детей, которые убегают по коридору. Он извиняется перед ней, говоря: «Простите, мне нужно идти», и зовет Узиду, чье лицо разрисовано страшным макияжем. Близнецы бегут по коридору навстречу своей маме, обнимают ее и прячутся за ее спиной. Она спрашивает, что они делают, и Рю объясняет, что они осматривают другие клубы. В этот момент Киран чувствует сладкий запах и бежит в ту сторону, где дети. Мама близнецов тоже ушла, и Рю идет за детьми вместе с Катара, но останавливается, когда видит тетю, указывает на нее и говорит Узиде и Мидоре, чтобы они тоже посмотрели. Тем временем дети находят кухню, но печенье еще не готово. Амата, которая занимается в кулинарном кружке, говорит, что эти дети из клуба нянь. Входит Рю и спрашивает, не видел ли кто-нибудь бегающих детей, и дети радуются, когда видят его. Инамада ругает его за то, что он не следит за детьми и позволяет им бегать. Но потом она понимает, что напугала всех, и краснеет, извиняясь за то, что повысила голос. Одна из девочек говорит, что вы показали, что вам действительно не безразличны дети. Рю извиняется за то, что создал проблему, и говорит: «Ребята, пойдемте». Така отказывается идти, потому что хочет сначала съесть сладости. Поэтому Рю приходится силой увести его вместе с остальными. Чтобы успокоить плачущего Тако, он говорит: «Давайте сходим в спортивный клуб. Твой брат там играет в бейсбол». Они выходят на улицу, чтобы посмотреть на спортивный клуб, и один из учеников говорит, что Рю, по сути, занимается только тем, что присматривает за детьми. Така с интересом наблюдает за тренировкой и сияет от радости, когда его брат смотрит на него. Но Хаята быстро отводит взгляд, расстраивая Таку, который кричит на него за то, что он такой злой. Хаята подходит и бьет Таку, и тот плачет еще громче. Он говорит Рю, что их команда отстой. Один из игроков кричит: «Я слышал тебя». Рю чувствует, что его сверстники развлекаются так, как ему недоступно. Катара находит еще муравьев, но когда он пытается привлечь внимание брата, то замечает, что тот грустит, и даже Узида это замечает. Дети зовут Рю и спрашивают, куда мы пойдем дальше. Рю говорит, что ему нужно найти место, чтобы повесить плакат клуба нянь. Он просит младшего брата пойти с ним, но Катара качает головой. Он делает вид, что ему все равно, но на самом деле ему обидно, что брат не хочет идти с ним. Когда Рю уходит, Катара убегает от своих друзей. Он вешает плакат в углу доски объявлений. Потом он грустит из-за того, что брат не захотел пойти с ним. В этот момент появляется Хаята и говорит Рю, что тоже хочет вступить в клуб нянь. Вот его заявление. Катара убедил его, дернув за штаны. Хаята говорит, что Катара заметил, что Рю грустит и ему нужны друзья. Рю удивлен, что его младший брат так хорошо его понимает. Остальные ребята подбегают к ним. Они принесли печенье и предлагают его Рю, чтобы подбодрить его. Он тронут. День клуба закончился, ребята устроились поудобнее, и Узида шила им одинаковые фартуки. Амата иногда приносит детям печенье. Хаята говорит, что они могут сломать зубы, когда будут есть, и она сердито отвечает, что тогда не надо их есть. На следующее утро Рю открывает глаза и чувствует себя разбитым. Катара крепко спит у него на груди. Он протирает глаза, когда в комнату неожиданно заходит председательница и ругает Рю за то, что он лежит в постели. Когда он встает, то падает на пол. Он пытается подняться, но все время скользит.
Сейкова поздравляет Рю с изменившимся голосом, но председательница шлепает его, и он извиняется, что это была шутка. Затем она забирает Катара, говоря, что если он тоже простудился, то будет еще хуже. Катара стоит в дверях и хнычет. Она говорит ему, чтобы он помог ей приготовить лекарство для Рю. А Рю ложится на кровать, чтобы отдохнуть. Тем временем Катара зовет ее, говоря, что она лохматая. Председательница, держа в руках теплое одеяло для Рю, спрашивает: «Ты про одеяло или про меня?» Он повторяет. Она накидывает на него одеяло и просит следовать за ней. На кухне она агрессивно разрезает лимон пополам, и Катара бормочет: «Леди Демон». Она просит его выдавить сок лимона в маленькую чашку, чтобы приготовить для Рю Медова лимонный напиток, от которого ему станет лучше. Катара садится на пол. Он пытается выдавить сок, но видит, что ничего не получается. Председательница спрашивает, не помочь ли ему, но он отказывается. В конце концов, ему удается выдавить одну каплю в чашку. Он улыбается и показывает ей, она просит выдавить еще, и Катара продолжает. Она находит в ящике соковыжималку для лимона, но разрешает Катара самому выжимать сок. Он заканчивает, но, вставая, опрокидывает сок. Председательница протягивает ему вторую половину лимона, предлагая попробовать еще раз. Вытирая пролитый сок, она замечает, что Катара настроен решительно. Позже она приносит рисовую кашу и спрашивает Сакаву, как себя чувствует Рю. Он говорит, что у него немного спала температура, и старушка говорит, что ему нужно отдохнуть. Когда он закрывает дверь, Рю снится сон о его семье. Его родители снова уезжают в путешествие. На этот раз они забрали с собой Катара. Рю умоляет не забирать Катара, боясь, что он не вернется. Он плачет во сне, но Катара жив, он вытирает слезы старшего брата, разбудив его. И у него самого щиплет глаза. Входит председательница и говорит, что у него руки в лимонном соке. Она протягивает ему чашку с горячим напитком, говоря, что его приготовил Катара. Пока он пьет лекарство, он благодарит Бога за то, что тот не забрал его младшего брата. Катара улыбается, когда Рю гладит его по голове и благодарит. Председательница поднимает Катара и говорит, что ему пора уходить, чем смущает его. Бедный мальчик думает, что с его братом все будет в порядке после лекарства. Но она настаивает, что Рю все еще нужно отдохнуть. Рю беспокоится, что Катара может заразиться от него, и расстраивается. Потом он садится под стул и надувает губы. Сикава пытается выманить его мороженым, но это не помогает, он очень расстроен. На следующее утро мама Мидори оставляет ее с Рю, и Мидори машет ей на прощание. Ю предлагает Катара почитать книжку, пока не пришли остальные. Он укладывает Мидори, чтобы поменять ей подгузник, но понимает, что у него закончились. Он открывает шкаф, чтобы взять салфетки, а она ползет к двери. Как только студент открывает дверь, он чувствует неприятный запах. Мидори тянет его за штанину, и он падает на пол. Рю в шоке смотрит, как мальчик кричит, чтобы он что-нибудь сделал. Потом они садятся поговорить, и он жалуется на запах, говоря, что это клуб какашек. Катара держит книжку с картинками про Золушку, пока они разговаривают. Он называет Мидори фабрикой по производству какашек, а Катара космическим кадетом. Рю защищает Катара, когда мальчик спрашивает, присматривает ли он за девочкой по имени Мидори. Он не понимает, что фабрика по производству какашек – это Мидори. Рю спрашивает, почему он интересуется ею, и объясняет, что хочет увидеть лицо своей будущей дочери. Рю в замешательстве спрашивает, разве ты еще не студент? Он отвечает, что да, но он старше тебя. Зови меня Инуи-сэмпай. Рю говорит, что мама Мидори уже замужем, но Инуи просто улыбается и отвечает, что это не имеет значения, когда любишь. Рю паникует, но Инуи смеется, говоря, что он этого не поймет, потому что у него нет опыта в отношениях. Затем он встает, чтобы уйти, думая, что Мидори здесь нет. Позже Узида машет рукой перед лицом Рю. После разговора с Инуи Рю потерял сознание. Киран говорит ему, что он спал с открытыми глазами. Бедный Катара стоит рядом, держа в руках Золушку, и ждет, когда Рю ее прочитает. Но Рю говорит, что прочтет ее позже. Затем он спрашивает Юту об отце Мидори. Юта говорит, что он уехал на раскопки за границу, и подтверждает, что мама Мидори не вдова и не разведена. Рю в ужасе, думая, что она может изменять своему мужу с Инуи. Узеда дразнит Рю, спрашивая, нравятся ли ему женщины постарше, но он твердо отрицает это. В классе он рассказывает об этом Хаято. Хаято прямо отвечает, что это их выбор, и не стоит вмешиваться. Начинается урок, но Рю погружен в мысли о матери Мидори и комментарии Инуи о его отсутствии опыта в отношениях. Он никогда не влюблялся. Он вспоминает, что люди говорили, что Юки милая, и смотрит на нее. Но она его не привлекает. Она краснеет, когда замечает, что Рю смотрит на нее. В коридоре он продолжает размышлять, пока не появляется Амада. Он спрашивает ее, что она думает об измене. Она говорит, что изменщики заслуживают сурового наказания. Затем он спрашивает, влюблялась ли она когда-нибудь, и Амада расстраивается, потому что считает себя скучной девушкой, которая еще не испытала любви. Рю возвращается в детский сад и видит, как дети вытирают носы салфетками. Катара все еще читает свою книгу про Золушку. Рю зовет детей и дает им салфетки, чтобы они высморкались. Он обнимает Мидори и говорит, что нельзя обижать слабых. Инуи подходит к Рю и говорит, что узнал, что Мидори работает на фабрике по производству удобрений. «Почему ты мне раньше не сказала?» Она кусает его за палец. Дети тоже называют его слабаком. Рю говорит, что неправильно забирать женщину с мужем и ребенком. Инуи отвечает, что ее мужа больше нет, потому что она сказала, что он далеко, значит он умер, и она хочет поддержать ее. Внезапно появляется мама Мидори и забирает ее. Инуи, весь красный, подходит к ней и берет ее за руку.
Дети начинают называть его вареным осьминогом. Он запинается и начинает что-то говорить, но Мидори начинает громко плакать. Она берет Мидори на руки и успокаивает ее, говоря, что папа скоро вернется домой, и это ошеломляет Инуи. Он спрашивает о ее муже, который далеко, и она отвечает, что он возвращается с раскопок в Турции. Она спрашивает, что Инуи хотел сказать, и он краснеет, говоря, что забыл. Затем он предлагает посидеть с Мидори, чтобы она могла пойти на свидание с мужем. Она благодарит его за доброту. Инуи сидит в углу, пока дети нападают на него с игрушечными мечами. Он сердито спрашивает Юту, откуда тот знает о муже Мидори. Юта говорит, что это показалось ему забавным, и он решил подыграть. Инуи смущенно закрывает лицо руками, говоря, что выглядел как идиот. Рю отрицает это, говоря, что он выглядел очень круто. Инуи шутит, что он, наверное, перепутал порядок. Сначала любовь и брак, потом дети. Рю смотрит на Катара, который все еще держит книгу про Золушку. Он извиняется перед ним и читает детям книжку с картинками. Затем он представляет, как Мидори и ее мама радостно встречаются с отцом. На следующий день все меняется, и Рю, король драконов, подчиняется королеве демонов Мидори. Но не бойтесь, 5 рейнджеров здесь. Така красный рейнджер. Близнецы – желтые рейнджеры. Кира не обращает внимания на происходящее и рисует. Така злится на это. Катара – синий рейнджер. Близнецы – желтые рейнджеры. Кира не обращает внимания на происходящее и рисует. Така злится на это. Кира больше не хочет играть в глупые игры, она хочет учиться. Все шокированы этим. Рю в ужасе от того, что она так быстро превращается в Амаду. Но это нормально, потому что она хочет стать ведьмой. Така, который явно главный, мог бы согласиться с этим, если бы Хаета не сказал, что девочки не могут быть ведьмами. Но когда другие дети автоматически исключаются, возникает конфликт. Така и Кира страстно спорят о том, существуют ли на самом деле герои или ведьмы. Рю не позволяет Хаета сказать им, что ни те, ни другие не существуют, чтобы они сохранили свои детские мечты, но уже слишком поздно. Все идет наперекосяк. Катара пытается выступить миротворцем, но его отталкивают. Рю в ужасе. Дети начинают ссориться. На следующий день рассказчик возвращается с доказательствами, фотографией, на которой он изображен с красным рейнджером. Он говорит, что настоящие рейнджеры существуют, затем указывает на Киру и обвиняет ее в том, что у нее нет доказательств существования ведьм. Кира достает свою ведьминскую книгу и кричит, что у нее есть доказательства, и она сейчас это покажет. Она пытается взлететь на метле. Юзада говорит, что по его мнению ничего не получится. Така говорит, что ведьм не существует. Пойдем играть. Кира говорит, что не пойдет, пока не полетит. Рю беспокоится за нее, говорит Ада. Тебе нужно вернуться в класс. Киран в конце концов сдастся. Рю рассказывает об этом Хейта, и тот говорит, что нужно просто сказать ей правду, что ведьм не существует. Рю отвечает, что нельзя разбивать детские мечты. Пока они разговаривают, появляется Инамада и ругает их за то, что они загораживают проход в туалет. Она говорит: уйдите с дороги. Рю извиняется и говорит: пожалуйста, проходите. Она спрашивает: я слышала, вы говорили о разбитых детских мечтах. Что-то случилось? Хейта спрашивает: хочешь присоединиться к нашему разговору? Она краснеет и говорит: нет, уходя. Рю останавливает ее и говорит: нам нужно твое мнение. Он рассказывает ей о проблеме Киран, и она говорит: я могу помочь. Встретимся во время обеда. Позже она приносит книги, в которых есть доказательства существования ведьм. Рю говорит: это страшно. Мы не можем рассказывать детям об этой ужасной истории. Поняв это, она извиняется и уходит, хлопнув дверью. Юки задается вопросом, какие на самом деле отношения между Инамадой и Рю. Инамада немного странная, но искренне добрая. Его мысли возвращаются к председателю, который напоминает ему о ведьмах. Он представляет, как просит ее притвориться ведьмой, но она ругает его и говорит, что ему нужно учиться. Между тем, Узида просит Киран вернуться в класс, но та говорит: не мешай мне, я сейчас взлечу. Узида думает, что если она ничего не будет с себя сбрасывать, то все в порядке. Катара тянет ее за штаны и показывает Узиде книгу Киран о ведьмах, и та решает прочитать ее вслух. Близнецы тоже подбегают послушать. Киран смотрит вверх и видит выступ, с которого можно спрыгнуть и полететь. Рю идет в детский сад с книгами о фокусах, чтобы показать их детям в поддержку Киран. Он видит, что Кайран собирается спрыгнуть с обрыва, и ловит ее. Он успевает подхватить ее как раз вовремя. Она плачет и плачет, ее мечта разбита. Рю пытается ее успокоить и думает, что ему стоило просто сказать ей, что ведьмы существуют только в сказках, как сказал Хаета. В этот момент появляется председательница и спрашивает, почему Кайран плачет. Кайран всхлипывает и объясняет, что не умеет летать. Председательница говорит, что, конечно, она не умеет, для этого нужно сотня лет практики. Кайран широко раскрывает глаза и спрашивает, может ли она летать на метле. Она отвечает: это уж вам решать. Дети тоже удивляются ее словам, когда она уходит. Така говорит Кайран, что они тоже могут играть в ведьм. Кайран и дети улыбаются, когда Рю признается, что на секунду поверил, что председательница и правда ведьма. В следующей сцене мы видим Незу и его братьев в их доме. Вдруг они слышат, как их брат Кичай кричит на отца и говорит, что уходит. А потом убегает. Рю развешивает белье, а Катара смотрит на муравьев. Он идет за ними, но вдруг останавливается. Катара возвращается и дергает Рю за штаны. Он продолжает тянуть его за штаны, пока тот идет. Рю говорит ему: если ты будешь тянуть меня за штаны, я упаду. Когда Рю останавливается, он видит, что Китай застрял в кустах. Он неосознанно называет его Незу, потому что он похож на него, а Катара называет его мышонок. Китай пытается выбраться из кустов, и Рю протягивает ему руку.
Но маленький паршивец отталкивает его и говорит, что ему не нужна помощь. Это потрясает Котаро до глубины души. Рю хлопает его по плечу и говорит: «Я не ушибся». Китай застрял в кустах. Рю спрашивает его, не брат ли он Низу, и тот кивает. Он говорит Китае, что они с твоим братом учатся в одной школе. Спрашивает, не случилось ли чего дома, но Китай молчит. Рю возвращается к стирке. Говорит, что если Китай хочет поговорить, то может просто позвать его. Он просит Котаро подождать с Китая. Рю решает позвонить Низу, но понимает, что у него нет его номера. Котаро наблюдает за Китая, но тот вдруг начинает паниковать и просит его бежать. Мы видим, как к нему приближаются руки. Это Еги, он протягивает руку к Котаро и сжимает его щеки. Инамата появляется из кустов, а у Яги идет кровь из носа. Инамата сердито предупреждает Яги, что если он не перестанет трогать Котаро, она вызовет полицию. Он дразнит ее, говорит, что если она тоже хочет его потрогать, пусть ждет своей очереди, чем еще больше ее злит. Котаро прячется, а Яги вытирает нос. Рю говорит, что позвонил Яги, потому что у него был только его номер, но удивился, увидев Амаду. Яги говорит, что у Незу работа, поэтому он пришел вместо него, а Амада наткнулась на него по дороге, поэтому он ее пригласил. Оказывается, семья Низу очень бедная, у них 8 детей. Брат Незу с восторгом хвалит Незу за то, что он много работает, чтобы зарабатывать деньги для семьи и за успехи в учебе. Все они удивляются, узнав об этом. Йоги начинает ерошить его волосы и говорит, что он такой милый, а потом кричит: «Оставь меня в покое». Инамата теряет терпение и начинает отчитывать Кичи: «Ты такой избалованный. В отличие от твоего брата, который так много работает, ты убегаешь из дома и доставляешь всем неприятности». Он начинает плакать и говорит, что хотел бы быть богатым, чтобы покупать видеоигры. Амада спрашивает, не из-за видеоигр ли он ушел из дома, но Рю думает, что за этим кроется что-то более важное. Вдруг появляется Цукичи и начинает спорить, что у детей тоже есть право на важные для них вещи. Цукичи смотрит на Йоги и спрашивает, что этот извращенец здесь делает? Ты что-то сделал с моим братом? Йоги отвечает, что взъерошил волосы Кичи, а тот говорит, что ты придурок. Больше не трогай его. Цукичи объясняет, что взрослым, может, и не важны игры, но для Кичи они важны, потому что он единственный в классе, у кого их нет. А его лучший друг постоянно уговаривал его купить, хотя знал, что у его семьи нет денег. Кичи продолжает плакать и говорит, что любит свою семью, но ненавидит быть бедным. Йоги вспоминает похожую ситуацию в начальной школе. Когда он предложил Незу поиграть в его игру, тот отказался и сказал, что сам сделает игру, если захочет. Он знает, что никто не купит ему игру, потому что он беден. Тогда Йоги впервые подумал, что кто-то крутой. Кичи соглашается, что его брат действительно крутой, и вспоминает, какой он трудолюбивый. Затем он просит Рю вытащить его, и они оба падают на землю. Рю спрашивает, все ли с ним в порядке, и маленький Котаро тоже его гладит. Йоги вытаскивает Цукичи и пытается играть, но его пинают. Оба брата говорят Амаде, что постараются стать такими же хорошими, как Незу. Тут звенит звонок. Это Незу пришел извиниться за поведение брата. Вручает Рю коробку со сладостями. Рю принимает подарок, и Амада не понимает, зачем он ему. Кичо извиняется перед своим старшим братом за то, что побеспокоил его, а тот прощает их, потому что они чему-то научились. Незу дает Кичо игру, которую он хотел, а Цукичи спрашивает, сделал ли ты ее, и Незу смотрит на Яги. Затем Незу говорит, что он не делал эту игру, но предложил подменить коллегу, который продал ему ее по дешевке. Он говорит, что не знает, что этот идиот Яги тебе наговорил, и пинает его ногой, шепча: «Половина того, что я сказал раньше, было ложью». Затем он говорит Китаю, чтобы тот поделился игрой с Цукичи, и хлопает его по плечу, говоря: «Иди, поиграй с друзьями». Рю благодарит Амату за помощь, и она краснеет. На следующий день Адата играет с детьми, разговаривая с Рю. Рю говорит, что ему нужно сделать домашнее задание по химии во время обеденного перерыва, поэтому он не сможет прийти сюда на обед сегодня. Дети машут ему на прощание. Он гладит Котаро по голове и уходит в класс. Во время перерыва Усада говорит, что они пойдут обедать, но замечает, что Рю забыл свой ланчбокс. Он говорит, что если Рю не придет за ним, то он съест его обед. Котаро тянет его за штаны и протягивает руки. Он спрашивает, не хочет ли он отнести обед своему брату. Котаро кивает, и остальные тоже хотят пойти с ним. Юта говорит, сначала поешь свой обед, и дети с удовольствием принимаются за еду. Пока все заняты едой, Юта протягивает Котаро обед и говорит, чтобы тот отнес его Рю. Он вешает на него бирку, чтобы если он потеряется, он мог попросить о помощи. Котаро кивает и медленно выходит из детского сада, а Юта машет ему вслед. Но он беспокоится, что Котаро пойдет один. Он замечает Инуи снаружи. Он сжимает кулак, представляя, как это будет, и Мидори повторяет за ним. Вдруг перед ним появляется фотография. Он краснеет. Это фотография мамы Мидори. Он берет фотографию и понимает, что это приманка. Дети называют его тупым. Тем временем Котаро идет по коридору, а несколько учеников смотрят на него и шепчутся. Кто это? Две девочки бегут к учительнице, чтобы рассказать ей, но мальчик останавливает их, говоря: «Смотрите, он выполняет свое первое поручение». В этот момент Котаро останавливается, заметив, что впереди много ступенек. Ученики предлагают ему помощь, но он отказывается, говоря, что справится сам. Ученики восхищаются его решимостью и желают ему удачи, прежде чем уйти. Инуи, наблюдающий за Котаро, расстраивается, что ученики не помогли ему. Он удивляется, как он оказался нянькой для ребенка, ведь Юзеда обещал ему фотографию в обмен. Он смотрит, как Котаро делает свои первые шаги на маленьких ножках.
Рю понимает, что забыл свой обед и говорит об этом Хаято, когда тот спрашивает, в чем дело. Юки предлагает ему свой обед, объясняя, что она на диете. Он говорит, что диета вредна для здоровья. Он не чувствует любви, но его одноклассники могут. Мальчики предлагают ему свой обед, разрушая зарождающийся романтический момент. Хаято саркастически говорит, что приятно иметь заботливых одноклассников. В детском саду все дети мирно спят. Юса хочет сказать Рю, что Катара придет, но думает, что у Рю выключен телефон, потому что он занят учебой. Он ложится спать. Инуи наблюдает за Катарой, который медленно преодолевает половину лестницы. Когда он поворачивает за угол, какой-то мальчик пинает его в лицо, и его обед падает. Кажется, что все потеряно, и обед вот-вот прольется, но Инуи, на котором бумажный пакет, ловит его. Он кладет его обратно и протягивает Катара. Он уже собирается уходить, но Катара останавливает его со словами «Спасибо, человек в маске». Он краснеет, а Катара продолжает выполнять поручения. Инуи решает остаться и поднимается с ним по лестнице. Он отводит других учеников в сторону, пока Катара поднимается по лестнице. Рю заканчивает свое задание. Наконец Катара поднимается, крепко прижимая к груди коробку с обедом. Рю удивляется, увидев его, и подходит к нему, спрашивая, сам ли он купил ему обед. Катара кивает. Один из мальчиков говорит, что Рю не сможет съесть столько после того, как его накормили. Аято сует ему в рот кусок хлеба, прежде чем Катара успевает что-то сказать. Рю лжет: «Спасибо, Катара, я действительно проголодался». Он обнимает его и говорит, что они могут поесть вместе. Мальчики тронуты его жертвой. Друг Юки говорит, что его настоящий соперник – младший брат, и Юки краснеет. Рю открывает коробку с обедом и видит, что все перемешалось. Он кормит Катара рисом, и они вместе обедают. Катара рад, что выполнил свое первое поручение. Инуи тоже тронут, он рад видеть, как брат заботится о нем. Платок Сикавахана. Инуи пугается, когда тот появляется из ниоткуда. На следующий день девочки спрашивают Юки, что ей нравится в Рю. Она краснеет и говорит: «Не кричите, он может услышать». Другие мальчики в классе слушают с завистью. Девочки говорят ей: «Не волнуйся, его здесь нет». Юки наконец признается в своих чувствах к Рю. Одна девочка говорит, что у него такая приятная внешность, он добрый и красивый. Юки удивляется, услышав это. Другая девочка вспоминает, как он поднял ее ластик, когда она его уронила. Затем одна девочка говорит, что Хаято тоже привлекательный. Другая соглашается и взволнованно говорит, что он горячий. Третья девочка добавляет: «Но он немного страшный». Другая девочка говорит, что поэтому он такой популярный. Он еще помогает Кью с детьми, поэтому он такой милый. Юки расстраивается, когда понимает, насколько популярен Рю. Но девочки уверяют ее, что не собираются с ней соперничать. Юки краснеет и говорит, что им не нужно сдерживаться из-за нее. Девочки говорят, что ее главный соперник – его младший брат. Даже если бы они встречались, он бы никогда не поставил ее на первое место. Затем одна девочка говорит, что он дружелюбный в Амаде, значит, она ему нравится. Тем временем Амада проходит мимо. Нет, в Амаде все кажется неромантичным, и он всегда погружен в учебу. И тут они видят Амаду, который смотрит на них. Рю тоже появляется, и Юки так смущается, что сердито приказывает девочкам закрыть дверь, если они хотят посплетничать. Она уходит, а мальчики называют ее страшной, а Рю выглядит потрясенным. Он замечает, что все еще в фартуке. Хаято говорит, что он рассеянный, и добавляет, что у тебя на попе наклейки. Хаято удивлен, что Рю не заметил, как дети их наклеили. Рю краснеет и спрашивает, почему он раньше ему не сказал. Девочка говорит, что он милый, а мальчики в шоке от системы ранжирования девочек. Тем временем дети наклеивают наклейки на спящего Узеду. Вернемся к Амаде. Она сожалеет, что накричала на девочек, и признает, что она не романтичная, как они и сказали, но это произошло потому, что она смутилась. Это происходит каждый раз, когда рядом Рю. Вот почему она не может навещать детей. Она вспоминает, как Рю делал ей комплименты. В день Святого Валентина ее лицо становится совсем красным. Вдруг она слышит, что у нее покраснело лицо. Она оборачивается и инстинктивно отрицает. Киран начинает плакать, когда на него кричат, и Амада, придя в себя, спрашивает, что он здесь делает, и думает, почему дети потерялись в коридоре. Киран говорит, что мы не потерялись, я оставил записку для Юты. Пока Юта пытается понять, что написано в записке Кирана, так и лихорадочно ищет Катара, а Киран объясняет, что мы пришли поиграть с вами. Инамата говорит, что польщена, но здесь не место для игр, возвращайтесь домой. Киран берет Тири за руку и спрашивает: «Ты нас ненавидишь, потому что никогда не приходишь играть с нами?» Инамата краснеет и отрицает это, говоря, что не может прийти, потому что там он, но потом осекается. Киран спрашивает, говорит ли она о Юзада или Хаято. Киран боится, что Амада ненавидит Рю, и это шокирует Катара. Она отрицает это, и Киран спрашивает, нравится ли ей Рю, но она снова отрицает. Она заключает, что Амада ненавидит Рю, и подбадривает грустного Катара, говоря, что она хочет показать ему хорошую сторону Рю. Она берет его за руку и бежит, зовя Амаду за собой. Амада неловко садится на корточки рядом с детьми возле класса Рю. Киран говорит Катара, чтобы он показал лучшие стороны Рю. Катара кивает, открывает дверь класса, привлекая всеобщее внимание. Затем он подходит к Кью и протягивает руки. Рю поднимает его, и девочки умиляются. Он спрашивает, зачем он здесь. Тем временем Киран показывает Амаде, что Рю очень заботливый. Амада соглашается, что он добрый, но говорит, что он слишком снисходителен. Киран говорит, что понимает, что тебе нравятся строгие мужчины, просто предоставь это мне. Она вбегает и говорит Рю, ударь меня, или я буду плохой девочкой. Но Хаято тут же ее бьет.
Она плачет в объятиях Рю, шокированная тем, что Хаята ударил ее. Мью успокаивает ее и говорит Хаята, что нужно сначала подумать, а потом бить. Хаята возражает, что он так и сделал, поэтому и ударил. Она говорит Рю, что ты должен был вмешаться, поэтому Инамата помириться с ним. Входит Инамата и говорит, что все это недоразумение. «Я не ненавижу тебя», — Кирин спрашивает. «Он тебе нравится?» Она краснеет и кричит, что нет, и сердито уходит. Ю зовет Инамату, а тот отдает Кирин Хаята и бежит за ней. Юки в шоке наблюдает за ними. Он хватает Инамату за запястье, удивляя всех. Он улыбается и говорит ей: «У тебя на юбке наклейка. Это наклейка с кабаном». Рю говорит, что дети и на меня их клеили, и мне было очень неловко. Киран с гордостью говорит: «Это я приклеил эту наклейку». Одноклассники удивляются, неужели Рю такой глупый? Инамата уходит, вспоминая вопрос Кирану о том, нравится ли ей Рю. Она говорит себе: «Если бы это было так, я бы точно его ненавидела, но я точно покраснела». Киран говорит Рю: «Я знаю, что ты хороший человек, так что не расстраивайся». Затем Юда спрашивает, что со мной, и она отвечает: «Ты плохой человек». На следующее утро, пока Катара помогает своему брату убираться, Кусук приходит в детский сад с Такумой. Такума берет очки Кусука, и Рю спрашивает о Кадзуме. Такума объясняет, что Кадзума простудился. Дома Кадзума лежит в постели и зовет Такому. Его мама успокаивает его, говоря, что ему нужно отдохнуть, но сначала нужно принять лекарство, оно сладкое и поможет ему поправиться. Кадзума неохотно принимает лекарство, и его мама хвалит его. Рю говорит Кусуку: «Такуме и Кадзуме, наверное, сегодня одиноко». Но Такума радостно показывает на Катара, который примеряет солнечные очки. Кусук начинает плакать и говорит, что Такума притворяется, что ему не одиноко, чтобы скрыть это. Рю думает, что ему это только кажется. Такума выглядит нормально, не похоже, что ему одиноко. Появляется Юдета и ставит 100 иен на то, что с Такумой все в порядке. Он спрашивает Такуму, не одиноко ли ему без Кадзумы. Такума немного улыбается и говорит, что все хорошо, пока Кадзума дома немного боится. Затем Такума говорит всем, что пообещал маме, что будет веселиться, чтобы Кадзума поскорее поправился. Кусук тронут тем, какой у него храбрый сын. Юта говорит, что выиграл спор и просит 100 иен. Вместо этого он дает ему предоплаченную карту на 500 иен. Жадный Юта просит у него автограф, думая, что сможет продать его за большие деньги. Кусук рад дать автограф, и Кадзума тоже просит его об этом. Пока Такума с удовольствием рисует на лице Катара. Кусук говорит, что Такума может начать чувствовать себя одиноким без Кадзумы. Он наклоняется к Такуме, чтобы попрощаться, но тут входит Хаята с такой. Такума отвлекается и бежит к Хаята, хватая Катара. Кусук плачет, потому что Такума больше любит Хаята. Рю зовет его, чтобы попрощаться с отцом. Дети машут ему, а Юта называет его подозрительным. Затем Така видит, что Такума держит Катара за руку, и злится, он тянет Катара в другую сторону. Они оба тянут Катара. Рю говорит, что это не перетягивание каната, и Хи-Отто бьет Таку, который громко кричит, что он лучший друг Катара. Киран спрашивает, где Кадзума, и Рю объясняет, что он дома с простудой. Узнав об этом, Така подходит к Такуме и берет его за руку, говоря, что он победит эту простуду. Такума радостно говорит, что он это сделает, и остальные присоединяются к ним. Они подбегают к Юте и нападают на него. Юта просит Рю помочь, но тот говорит, что ему нужно идти на урок. Юта падает на пол, говоря, что Рю может его побить, а дети называют его слабаком. По дороге в класс Рю беспокоится, все ли в порядке с Такумой, хотя тот сейчас выглядит веселым. Хаята думает, что Кадзуме, наверное, тяжело, ведь ему холодно, а брата рядом нет. Рю соглашается, представляя, что Кадзума, наверное, плачет, и он тоже плачет, зовя Такуму. Он думает о том, что у близнецов разные характеры. Кадзума всегда плачет, а Такума всегда веселый. Рю бормочет, что не хочет расставаться с Такумой, и думает о близнецах во время урока, а Юки удивляется, с кем же он не хочет расставаться. Пока остальные дети спят, Такума просыпается. Он ищет что-то рядом с собой и стягивает носок с ноги Таки. Держа носок Таки, Такума вспоминает Кадзуму. Его глаза расширяются, когда он оглядывается в поисках Кадзумы. Нога Таки случайно задевает Катара, и тот просыпается. Он встает и видит, что Такума уходит из детского сада. Рю спешит в детский сад, беспокоясь о Такуме. Он спотыкается и падает, когда вдруг видит Катара, который бежит к нему и обнимает его. Затем он указывает в ту сторону, куда ушел Такума. У школьных ворот две девочки замечают Такуму и кошку и зовут их. Рю подходит и спрашивает, что они здесь делают. Такума спрашивает, лучше ли Кадзуме. Рю отвечает, что не знает, но уверен, что ему должно быть лучше, чем раньше. Такума с грустью опускает глаза. Катара смотрит в сторону ворот, и Юми с Кадзумой подходят к нему, говоря, что у него спала температура, и они пришли забрать Такуму. Кадзума плачет, протягивая руки к Такуме, который отступает и начинает плакать. Кадзума плачет еще сильнее, пока их мама успокаивает Такуму, говоря, что он молодец и что Кадзума лучше, потому что сдержал обещание. Юзеда выходит с детьми на улицу, услышав плач. Он отмечает, что эта сцена противоположна обычной, Такума плачет, а Кадзума смеется. Они машут близнецам, которые держатся за руки. Мью считает, что близнецам лучше быть вместе. Позже Кусук подбегает к Такуме, но Юзеда говорит ему, что тот уже ушел. На следующий день Рю находит в своем шкафчике письмо. Появляется Юдзукава и спрашивает, не любовное ли это письмо, и устраивает сцену. Подруга Юки наблюдает за ними издалека и спрашивает, не она ли положила письмо, но Юки отрицает это.
Хаята берет письмо, чтобы проверить, но Рю краснеет и забирает его обратно, говоря, что сам его прочтет. Он собирается прочитать письмо, но Инамада подходит и просит их не загораживать проход. Он прячет письмо за спиной и извиняется. Юдзукава вытирает письмо. С драматическим пафосом он начинает читать его вслух. Это искреннее признание девушки, которая любит Рю больше, чем кошка любит гоняться за лазерной указкой. Юки и Амато удивлены. В письме говорится, что девушка будет ждать за зданием школы. Рю краснеет, не зная, что ответить на свое первое любовное письмо. Он берет письмо и говорит, что ему нужно время подумать. Когда он уходит, Хаята замечает, что он все еще в домашних тапочках, которые забыл сменить во время всей этой суматохи. В детском саду дети замечают, что Рю покраснел, и говорят, что он весь красный. Юзеда спрашивает, не заболел ли он, но Рю лжет, что просто бежал всю дорогу сюда. Его младший брат приносит ему одеяло и кладет ему на колени. Он гладит Рю по голове и говорит, что ему не холодно. Весь день Рю не может перестать думать о признании и роняет детскую присыпку, когда меняет подгузник Мидори. Он держит книгу вверх ногами, и Кирану приходится ему напоминать. А Хаята напоминает ему, что он опять забыл переобуться. За ужином Секова, держа в руках миску с красным рисом, поздравляет Рю. Увидев огромную миску с рисом, председательница спрашивает, есть ли повод для праздника. Сакава объясняет, что Рю получил первое в своей жизни любовное письмо, отчего он запаниковал и быстро все отрицал, чем смутил председательницу. Он сменил тему, похвалив вкусный красный рис. Катара выглядит растерянным. Позже, когда Катара выбирает книгу, Рю все еще думает о любовном письме. Катара протягивает ему книгу, но замечает, что Рю покраснел и задумался. Вдруг Рю поворачивается к Катара и спрашивает, выбрал ли он книгу. Он прячет книгу и качает головой. Он подходит к нему и протягивает руку, желая лечь спать без сказки. Рю укладывает его в постель, и он медленно закрывает глаза. На следующее утро Рю идет в школу, все еще думая о признании. Катара смотрит на брата, а потом на апельсиновое дерево. Он отпускает руку рассеянного Рю и убегает. В это же время Инамата идет в школу, убеждая себя, что ушла пораньше, чтобы позаниматься, и отрицая, что собирается шпионить за Рю. Юки в похожей ситуации, она ушла пораньше, чтобы узнать, что Рю скажет девушке, которая призналась ему в любви. Они сталкиваются друг с другом, и прежде чем они успевают что-то сказать, Рю вдруг хватает Амаду за руку. Он тяжело дышит, потому что бежал, чтобы догнать ее. Он спрашивает, не видели ли они его брата Катара. Он потерял его, потому что отвлекся. Амада говорит, что не видела его, поэтому он бежит по улице, чтобы найти его. Амата окликает его и говорит, что поможет ему найти Катара. Юки тоже предлагает свою помощь. Они не могут найти Катара, и Рю начинает паниковать. В этот момент он слышит, как Хаята зовет его по имени. Он оборачивается и видит Катара, который держит апельсин у ног Хаята. Хаята говорит, что Катара забрел в чей-то двор, чтобы сорвать апельсин. Катара протягивает фрукт и называет его лимоном, лекарством от простуды Рю. Он вспоминает, как его младший брат делал ему лимонный сок, когда он болел, и понимает, что Катара заботился о нем, как будто он был болен, потому что краснел. Он чувствует себя растроганным, потому что его младший брат беспокоился о нем. Он опускается на колени, берет Катара за руки и плачет. Позже Рю извиняется перед девушкой, которая написала ему письмо, и отказывается от ее предложения, а она с грустью принимает его решение и уходит. Хаята, который подслушал разговор, спрашивает, почему он отказался, если был заинтересован. Он говорит, что сейчас Катара для него важнее всего. В детском саду Ада поправляет Катара, это апельсин, но Катара говорит, что это лимон. Юки и Амада, которые прячутся за кустами, чтобы подсмотреть за Рю, радуются, что он не принял предложение. Затем Юки спрашивает Амаду, могут ли они быть друзьями, и называет ее Марии-чан. Амада краснеет и говорит, что не надо называть ее по имени, это смущает. В следующей сцене Сейкова отвечает на звонок, но на другом конце провода слышится только тяжелое дыхание. Хаята бьет Току, говоря, чтобы тот перестал тянуть время и назвал свое имя. Така расстроен, что это не Рю, и умоляет Хаята спросить про Рю и Катара. Он берет трубку и спрашивает про Рю. Рю отвечает на звонок, держа Катара за руку. Така отчаянно зовет брата, но Хаята игнорирует его и спрашивает у Рю, есть ли у них свободное время, на что тот отвечает утвердительно. Рю спрашивает у Катара, хочет ли он поговорить по телефону. Така радостно берет трубку, его волнение очевидно, он с нетерпением ждет своей очереди. Он громко приглашает Катара пойти с ним на летний фестиваль. На другом конце провода слышится глухой удар, когда Катара случайно ударяется головой о телефон. Рю просит у председателя разрешения пойти на фестиваль, и она разрешает, предупредив, что продавцы могут обмануть их. Сайкава дарит им ютаку для фестиваля. На фестивале Така, одетый в ютаку, энергично размахивает игрушечным мечом, ожидая Рю и Катара. Хаята говорит ему перестать размахивать мечом, чтобы не мешать другим. Рю зовет Хаята, спрашивая, долго ли он ждал, и извиняется. Хаята отмахивается от беспокойства и спрашивает, сколько усилий было вложено в его наряд. Рю объясняет, что Сайкава и председатель продумали наряды, поэтому отказаться было бы невежливо. Така хватает Катара за руку и бежит к палаткам с едой, а Рю предупреждает, что они могут заблудиться. Хаята думает, что нужно наказать Таку, чтобы избежать дальнейших проблем. Катара очарован продавцом сахарной ваты и с интересом наблюдает, как она крутится.
Така сразу съедает свою сахарную вату, а Катара настаивает на том, чтобы оставить ее на потом, несмотря на предупреждение Рю, что она растает. Така замечает киоск с разными игрушками, в том числе с поясом для превращения героя, который можно выиграть в лотерею. Продавец предлагает Таке и Катара поучаствовать в розыгрыше. Но Рю и Хаята быстро уводят их оттуда. Они решают купить что-нибудь поесть, но Така возражает. Они понимают, что игрушки в лотерее не привязаны к ниткам, особенно новая дорогая игровая система. Така начинает плакать и размахивать палочкой от сахарной ваты. Юта встречает Рю и Хаята у киоска с золотыми рыбками. Рю спрашивает, что они здесь делают, и Юта объясняет, что подрабатывает у своего соседа. Затем он спрашивает, почему Така плачет, и Така отвечает, что хочет сыграть в лотерею. Узеда дает Таке и Катара очки для ловли золотых рыбок, чтобы их развеселить, но просит денег, хотя может сделать скидку, и Хаята комментирует его подход к продажам. Така настаивает на том, чтобы дергать за нитки, а не ловить рыбок с очком, и Хаята предупреждает его, чтобы он замолчал, иначе останется с Узидой, что пугает Таку. Затем Хаята спрашивает его о мече. Он смотрит на Катара, а затем на Узиду, который говорит: «Не смотри на меня, я его не брал». Рю тоже говорит, что у него нет меча, и понимает, что потерял его. Он начинает громко плакать, привлекая внимание людей, и брат дает ему подзатыльник. Рю успокаивает Таку, пока они пытаются найти потерянный меч. Хаята предлагает им с Катара повеселиться на фестивале, пока он помогает Таке найти меч. Рю выражает искреннее желание помочь Таке как друг, но Хаята молчит, и Рю задается вопросом, считает ли Хаята его своим другом. Хаята говорит, что если бы Таку не был его братом, он бы с ним не общался. Така снова плачет, и Рю встает на его защиту. Они ищут меч, и Рю вздыхает, когда они проверяют последний стенд. Така продолжает плакать из-за потерянного меча, и продавец сахарной ваты направляет их к стойке находок, где можно забрать вещи, потерянные во время фестиваля. В стойке находок они видят Яги, окруженного множеством девушек, он отвечает за эту стойку. Рю сообщает Яги о потерянном мече Таки, и у Яги из носа идет кровь, потому что он смотрит на заплаканное лицо Таки. Это беспокоит Рю, но друг Яги Незу успокаивает его, говоря, что это всегда происходит с Яги. Он говорит им проверить коробку с мечами. Они осматривают игрушечные мечи, но меча Таки там нет. Он так расстроен, что потерял свой меч. Хаята предлагает перестать искать, потому что они уже достаточно искали. Така отказывается сдаваться, и его брат говорит ему самому поискать меч. Мью возражает, говоря, что не нужно быть таким строгим, но Хаята велит ему заткнуться. Он предлагает Таке самому поискать меч или сыграть с ним в лотерею. Хаята также напоминает Таке, что нужно поблагодарить Рю за помощь в поисках. Така думает о своем потерянном мече и наконец решает сдаться. Они решают пойти поиграть в лотерею. Така думает, какую веревочку ему потянуть, а его брат говорит, чтобы он тянул быстрее, но Рю советует успокоиться и дать ему время подумать. Неожиданно Катара импульсивно дергает за одну из веревочек, и меч таки выскакивает наружу. Така очень рад, что его меч вернулся. Хайота подходит к продавцу, который извиняется за то, что украл меч таки. В качестве извинения он предлагает им игру, а они отдают ее старушке в качестве сувенира. Катара разочарован, что его сахарная вата сдулась. На следующий день они все идут на пляж. Мидори, Така и Текума веселятся, а Кирин и Кадзума плачут, а у Катары на лице застыло холодное выражение. Рю наблюдает за детьми. В этот момент появляется Юта и говорит, что они разделились на тех, кто наслаждается, и тех, кому пляж не нравится. Рю отвечает, что он не собирается плавать, а Юта говорит, что он здесь только для того, чтобы насладиться, и у него есть купальник. Затем он спрашивает про Хаята, и Рю указывает в сторону воды. Из-за спины появляется мама Кирана, напугав Рю. Другие мамы тоже подходят и говорят, что они могут пойти поплавать, а они присмотрят за детьми. Сизуки говорит, что она попросила Иномата прийти, надеясь дать ей передышку. Она еще не пришла. В этот момент появляется Иномата и извиняется за опоздание. Все удивляются, что на ней школьный купальник. Юдзата называет ее непослушной девочкой за то, что она надела школьный купальник, и Сизука бьет его. Юкари говорит, что девочки должны выглядеть красиво, и Иой тоже соглашается. Сизуки говорит, что они купят ей купальник. Юкари говорит, что это благодарность за то, что она приготовила вкусные сладости для детей. Амада пытается отказаться, но не может. Комментарии Ада: «Ты не можешь отказаться, когда видишь, как мамы спешат в магазин за купальниками». Позже, когда дети едят кукурузу, Юта спрашивает Рю, почему бы тебе не пойти поплавать. Рю отвечает, что Катара еще не привык к океану. «Я думаю, что останусь здесь с ним», — говорит Юта. «Что в этом страшного?» Он опускает Кадзуму в воду, чтобы проверить, и тот сразу начинает плакать. Рю затаскивает испуганного Кадара в воду, думая, что дети боятся, что их унесет течением. Он остается на мелководье, чтобы Кадара был в безопасности, и пытается показать ему, что океан не страшный. Дети смотрят на них с удивлением. Внезапно на него обрушивается большая волна. Ты оказываешься под водой, держа Кадара над водой. Кадара пугается еще больше. Рю кашляет на берегу и пытается успокоить Кадара, что океан не страшный. «Ты, Така, совсем не убедителен, чувак».
Дети дразнят Рю за то, что он чуть не утонул. Тогда Рю предлагает поиграть в песке, и дети соглашаются. Близнецы строят большую песчаную гору. Така роет ямку, а Узида жалуется, что в него бросают песок. Катара тоже делает горку из песка. Рю рад, что детям весело. Но волны разбиваются о берег, разрушая их творение, и Така громко плачет. Мамы приносят детям сок, Такума и Кадзума рады этому. Така перестает плакать, когда ему дают сок. Кадара смотрит на свой стакан, а Така быстро выпивает свой. Рю тоже предлагают сок, и он говорит Кадара, что они могут выпить его вместе. Внезапно появляется Хаята, напугав их, и Кадара роняет свой стакан. Хайота в качестве извинения предлагает ему водоросли. Шизука шлепает его и спрашивает, что Кадара будет с ними делать. Рю протягивает Катара свой напиток. Она говорит, что Инамата переоделся и спрашивает, не хочет ли он что-нибудь сказать. Все смотрят на нее. На ней розовый купальник с цветочным принтом и хвостиком сбоку. Хаята просто говорит, что это купальник. Шизука вздыхает. Рю говорит, что он милый, особенно с цветочным принтом, и все удивляются, а он поясняет, что цветочный принт подходит к надувному кругу Кирана. Другие мамы говорят, что в таком возрасте не стоит хвалить девочку, а Шизука говорит, что ее сын бессердечный. Яхве говорит, что Амата выглядит счастливой, и она улыбается, глядя на Кирина. В этот момент Рю видит Катара на гравии и говорит ему, что здесь нельзя сидеть. Он уводит его оттуда. Когда он уходит, вода касается его ног. Катара пытается не бояться воды. Рю думает, что Катара довольно милый, когда пытается быть сильным. Он говорит ему, что они пойдут собирать ракушки. Он берет Катара на руки, и мамы предупреждают его, что там жарко, и нужно быть осторожным. Вскоре Рю понимает, что там действительно жарко, а Катара находит ракушку. Позже, когда Катара спит с другими детьми, мамы говорят Рю, что сейчас самое время пойти и поплавать. Хаята говорит, что пора идти. Они заходят в воду, и Рю чувствует облегчение. Хаята спрашивает, умеешь ли ты плавать, и Рю спрашивает, что он имеет в виду. Он отвечает, что подумал, что ты, наверное, не умеешь плавать, потому что избегаешь океана. Рю говорит, что он не избегает его, просто не хотел оставлять Катара одного. Он помнит, что Катара не в первый раз на море. Может, он этого и не помнит, но когда он был маленьким, мы брали его с собой на пляж. В тот раз, когда мама с папой взяли его с собой купаться, он совсем не испугался. Интересно, а сейчас он боится, потому что я не могу его успокоить. Хаята толкает его, и он падает в воду. Ву подходит и спрашивает, сильно ли Хаята ударил Таку, но тот называет его дураком и говорит, что это было не так уж и больно. Затем он объясняет, что тогда Катара не испугался, потому что был совсем маленьким и ничего не понимал. Он говорит Руу, чтобы она не говорила глупостей. Рю признается, что тогда Катара даже стоять не мог. Юкари замечает, что Катара проснулся. Он садится и оглядывается в поисках Рю. Она показывает на океан и говорит, что его брат в воде. Он тут же бежит к воде. Он останавливается там, где волны разбиваются о берег. Он смотрит на брата. Когда он видит, что Рю уходит под воду, он замирает от страха, вспоминая, как Рю держал его над водой, когда на него обрушилась волна. Он заходит в воду, несмотря на страх, но не умеет плавать. Юкари быстро вытаскивает его. Он плачет и тянется к Рю. Рю выходит из воды и говорит, что кто-то плачет. Аята указывает на суматоху на пляже. Он оглядывается и видит, что Катара плачет из-за него. Рю быстро плывет обратно к берегу. Он берет Катара на руки и спрашивает, что случилось. «Прости, что я оставил тебя, когда ты спал». Юкари объясняет, что он, наверное, испугался, когда увидел, что ты нырнул. Катара пытался зайти в воду, которую так боялся, только ради тебя. Пока Катара крепко обнимает брата. Юкари говорит, что это здорово, что вы так близки. Рю говорит, извини, я тебя напугал, и протягивает ему ракушку, вспоминая, что отец рассказывал ему, что из ракушки можно услышать шум океана. Он думал, что Катара не вспомнит об этом, но к его удивлению Катара подносит ракушку к уху, чтобы послушать шум океана. Рю улыбается и помогает ему правильно держать ракушку, говоря, что он держал ее неправильно. Он надеется, что в следующий раз, когда Катара придет на пляж, он полюбит океан. В следующей сцене Така выглядит расстроенным. Рю спрашивает его, что случилось. Така бросается к нему в объятия и пытается объяснить, но только всхлипывает, и Рю не может его понять. Шизука рассказывает Рю, что произошло, показывая ему мяч, весь исписанный каракулями. Катара говорит «какашки». Она объясняет, что Така нарисовал какашки на бейсбольном мяче с автографом, который очень ценил Хаята. Рю ахает, думая, что Хаята очень разозлился и сильно ударил Таку. Шизуки говорит, что все было не так, и вспоминает. Хаята смотрел на свой испорченный мяч, а Така дразнил его за то, что он не проводит с ним время. Така, ожидая удара, прикрыл голову руками. Но Хаята молча прошел мимо и попросил у матери поесть, полностью игнорируя Таку. После этого он продолжал игнорировать Таку и ушел в школу, не взяв его с собой. Така заплакал, и Шизука спросила, что случилось. Рю говорит, что Хаята должно быть очень зол, и Така плачет, говоря, что это вина Хаята, и он не будет извиняться. Шизука просит Рю поговорить с Хайотой, иначе он будет продолжать игнорировать Таку. Он спрашивает, кто будет присматривать за детьми, потому что у Шизуки дополнительные занятия, а у Зиды нет. В этот момент дверь открывает председательница и говорит, что она присмотрит за детьми. Она требует, чтобы они немедленно уходили, потому что не хочет слышать плач ребенка. Сидзука и Рю подчиняются. Когда они уходят, Катара зовет председателя Шаги. Така пугается, когда она смотрит на него, но опускается на колени и помогает ему высморкаться.
Рю подходит к бейсбольному клубу, и один из членов клуба предупреждает его, чтобы он не разговаривал с Хаято. Они видят, что Хаято в плохом настроении и сердито размахивает битой. Рю решает поговорить с ним и подходит к нему. Он зовет Хаято и спрашивает, могут ли они поговорить. Рю говорит ему, что если он не простит Таку, то будет плакать целый день. Затем он добавляет, что Катара тоже испортил много его вещей. «Я понимаю, что ты не хочешь больше с ним разговаривать». Он вспоминает, как Катара исписал все мои домашние задания. В другой раз он разрушил мой замок из спичек, который я строил 2 недели. Недавно он уронил мой телефон в унитаз, где были письма от мамы и папы. Хайото хлопает его по плечу, и он вытирает слезы. Он говорит, что это был несчастный случай, и он просто забудет об этом. Хаято говорит, что моя ситуация с такой другая. Мне не важно, что это за вещь, но так и злой. Я знаю, что он еще не извинился, и с таким вредным мальчишкой, как он, мне придется смириться. Тем временем председательша слушает, как Така объясняет, что произошло, и всхлипывает, обвиняя Хаято в том, что тот не играл с ним. Она спрашивает, есть ли у него что-нибудь ценное, и он с радостью показывает свой игрушечный меч. Она берет меч и просит Икаву принести молоток, чтобы сломать его, что расстраивает Таку. Она собирается сломать меч молотком, но Така умоляет ее остановиться. Но она не сломала его и сказала, что ты поступил так же со своим братом и вернула ему меч. Она спросила, действительно ли он ничего не сделал. Така задумался о своих поступках. Когда Рю вернулся, председательница сказала Сейкове, что им пора идти. После школы Рю спрашивает Таку, не хочет ли он извиниться перед Хаято, и к его удивлению Тако молча кивает. Они приходят на тренировочную площадку бейсбольного клуба, где Така прячется за Рю. Хаято смотрит на него и уходит. Така бежит за ним, зовет его, но поскальзывается и падает. Хаято называет его идиотом и говорит, что если он не поторопится, то уйдет. Така сразу же бежит к брату, громко кричит и извиняется. Хаято бьет его, а потом гладит по голове. Он извиняется за то, что не проводил с ним время. Рю рад, что братья снова вместе, а Катара крепко держит его за палец. Сегодня в Академии Мономия проходит фестиваль культуры. В детском саду решили устроить буфет, в котором будут участвовать малыши. В листовке Рю предупреждают гостей, что дети могут пролить сок, что, по мнению Ады, плохо для бизнеса. Катара пытается нести сок, но поскальзывается на пролитом на пол соке и падает. Така врезается в Кадзуму, тот в Такому, и все проливают сок. Они все лежат на полу в своих милых костюмах овощей. Юта сделал костюмы. Он также сделал гигантский кукурузный початок для Рю. Когда Рю надевает свой костюм, Юта говорит, что сегодня придут и отцы детей. Киран взволнованно говорит, что и мой папа тоже придет. Внезапно появляется мама Кирана, и Рю пугается. Он падает на пол и говорит, что не может двигаться. Така говорит, что я помогу тебе, но у него ничего не получается, потому что он начинает кататься по полу. Катара ложится на пол и катается вместе с Рю, а Ада фотографирует их. Появляется Хаято и спрашивает, почему Гиндкорн заблокировал дверь, и понимает, что это Рю. Затем появляется Кирин, она не может пойти в детский сад из-за срочной работы. Кирин плачет. Она говорит Кирану, что ее отец скоро придет. Затем Яой просит Рю и остальных помочь ей с мужем. Тем временем мужчина, вероятно муж Яой, дарит цветы 2 девочкам и спрашивает, как пройти в детский сад. Юи расстроена, потому что мамы Мидори нет, но к ней подходит бородатый мужчина и спрашивает, как пройти в детский сад. Отец близняшек прячется в кустах, пытаясь избежать встречи со своими фанатками, и ищет дорогу в детский сад. Отец Киран открывает дверь и зовет свою дочь. Он сразу же начинает фотографировать Киран, называя ее невероятно милой в костюме морковки. Киран улыбается, и от этого становится еще милее. Яуэй спрашивает мужа, почему он пришел так рано, и тот отвечает, что очень ждал этого. Он дарит ей букет и пытается поцеловать ее на глазах у детей, но она не дает ему этого сделать. Затем он обращает внимание на нянь, и оказывается, что мама Киран попросила их о довольно необычной услуге. Ей нужны мальчики, которые будут притворяться девочками, потому что ее муж параноик и думает, что все хотят жениться на их дочери. Узида пытается говорить высоким женским голосом, но когда отец Киран протягивает ему руку, он сразу понимает, что это не девушка. И злится, спрашивая Яой, почему среди нянь есть мужчины? Но она уже ушла. Он понимает, что остальные ребята тоже мальчики, и обижается. Мидори кусает его за ногу. Кайран говорит, что Мидори не мальчик. Он поднимает Мидори и извиняется. Он хвалит ее большие круглые глаза и говорит, что будь он на 30 лет моложе, то попросил бы ее руки. Рю, Хаято и Узида смущенно наблюдают за тем, как он хвалит Мидори. Он поворачивается к мальчикам и требует, чтобы они рассказали о своих намерениях по отношению к Кирин. Они говорят, что она им нравится, и Кирин тоже говорит, что они ей все нравятся. Но Така говорит, что ты мне не нравишься, Кирин, и она отвечает ему. Ее отец сердито спрашивает, что за придурок не любит мою милую дочь. Затем он говорит, что не хочет оставлять свою дочь в комнате, полной мужчин-зверей, и собирается уйти. Рю вмешивается и пытается его переубедить, но, поскольку он в парике, он выглядит как милая девушка. Отец Кайрана берет его за руку и говорит, «Если бы я был на 15 лет моложе, я бы попросил твоей руки». Рю раздумывает, не раскрыть ли ему свой настоящий пол, но прежде чем он успевает принять решение, Мидори снимает с него парик. Он поворачивается, чтобы уйти, говоря, что мужчины неприемлемы.
Рю просит Хаята остановить его, и тот смотрит на отца Кайрана и говорит: «Если хочешь уйти, уходи сам». Отец Кайрана переключает свое внимание на Хаята, флиртуя с ним, но оказывается, что Хаята тоже мальчик. Кайран плачет и просит его остаться и посмотреть, как она успешно принесет сок. Он не может отказать своей милой дочери. В этот момент появляется отец Мидори и забирает свою дочь у отца Кайрана. Они представляются друг другу. Иной подходит к Рю и спрашивает: «Значит, я проиграл Юкари, этому бородатому дикарю?» Пока он не видит, Юдзаки надевает на Рю парик, и он ошибочно принимает ее за девушку. Родители приходят в детский сад. Юкари спрашивает Инуи, не хочет ли он посмотреть на детский буфет, но он объясняет, что просто показывал дорогу ее мужу, и убегает. Но на улице он вспоминает девушку, которую видел, и говорит, что она была очень милой. Кайран наконец-то приносит сок, не пролив ни капли, и ее отец замечает, как быстро она растет. Он начинает волноваться о ее будущем замужестве, о том, что однажды какой-нибудь придурок уведет ее. Это заставляет его снова заплакать, и другие отцы тоже начинают плакать. Рю комментирует, что о замужестве пока рано думать. Кайран говорит, что теперь очередь Катара. Ее отец в ярости спрашивает, кто такой Катара. Рю наблюдает, как его младший брат несет сок. Рю замечает, как быстро растет Катара. Он немного проливает сок, но все же приносит его. Появляется Сейкова и пугает Рю, хвалит Катара и объясняет, что председательница не смогла прийти, потому что у нее гость, и это расстраивает Катара. Сейкова говорит, что заметил сожаление в ее глазах. Рю представляет, как она ругает его за то, что он неправильно понял ее чувства. Отец Кайран предлагает сделать фотографии на память, и Кайран говорит, что папа отлично фотографирует. Мамы проводят время со своими детьми, и отец Кайран говорит: «Смотрите сюда, я вас фотографирую». Така стоит рядом с Катарой и говорит: «Я не буду смотреть в эту сторону». Близнецы-милашки говорят: «Мы будем смотреть в эту сторону». Мидори громко плачет. Кайран мило улыбается. Отец Кайран говорит: «Давайте сделаем групповое фото». На следующий день Рю пытается успокоить плачущего Таку, которого избил его брат. Дети дрожат от страха, когда Хаята угрожает побить тех, кто не слушается как Таку. Появляется его мать и бьет его за угрозы детям. Затем она бьет Юту за то, что он спит на работе. Хаята спрашивает, зачем она пришла, и она отвечает, что хочет пригласить детей посмотреть, как цыплята вылупляются из яиц в научной лаборатории. Юта вспоминает, что она учительница по естествознанию. Глаза детей загораются, когда они слушают, как Шизуки рассказывает об яйцах. Они бегут к двери, чтобы посмотреть на цыплят. Она говорит, что я еще не закончила, они вылупятся завтра. Дети не единственные, кто взволнован. Рю хочет, чтобы цыплята запомнили его и следовали за ним. Хаята спрашивает, зачем, ведь дети и так за ним ходят. Рю соглашается, а дети с нетерпением просят показать им яйца. Они все идут в лабораторию, дети с любопытством смотрят на яйца. Затем они поворачиваются к Рю и называют его лжецом, потому что Кайран думает, что это холодильник, в котором хранят яйца. Рю пытается объяснить, что это инкубатор, но дети не хотят слушать. Рю просит Шизуки помочь, но она уходит на урок. Хаята поднимает кулак и приказывает им слушать. Они все пугаются и подходят ближе к Рю, который объясняет, что в инкубаторе яйца остаются теплыми, и завтра они увидят вылупившихся цыплят, если будут терпеливо ждать. Тебе, Зета, может быть скучно смотреть на яйца, но Катара мог бы делать это весь день. Рю замечает, что его крошечный лоб прижат к стеклу инкубатора. Он берет Катара на руки и говорит, что они придут завтра. А Узеда находит детей, которые разбирают модель человеческого тела. На следующий день рано утром Катара тащит Рю в лабораторию. Он показывает на комнату, где занимаются наукой, и просит посмотреть на птенцов. В этот момент Рю слышит, как Шизука говорит, что студенты, которые увлечены своим делом, всегда могут прийти и поучиться. Они как раз вовремя, птенцы вот-вот вылупятся. Рю и Катара с нетерпением ждут, когда птенцы вылупятся. Шизука улыбается, видя, что даже Рю взволнован. Она называет их слишком милыми, в отличие от ее собственных сыновей, которые сейчас спят. Через час Шизука засыпает, Рю клюет носом, но Катара продолжает смотреть на инкубатор. Он видит, что один птенец высунул крылышко. Рю просыпается и видит, что Катара так сосредоточен на птенцах, что у него на лбу испарина. Он сдерживает смех, наблюдая, как Катара пытается помочь птенцу. Наконец птенцы вылупляются, и Катара говорит брату. Но когда он оборачивается, птенец падает, и Шизука объясняет, что он отдыхает после тяжелой работы. Катара обнимает брата, для него это очень эмоциональный момент, а Рю вспоминает, что чувствовал, когда родился его младший брат. Он обнимает Катара и говорит, что нужно рассказать всем. Позже птенцы привязываются к Катара и повсюду ходят за ним. Дети удивляются, что птенцы ходят за ним. Така ревнует, говоря, что это нечестно, что у Катара есть все. Он пытается схватить одного, но птенцы разлетаются. Дети бегают за ними. Мью просит нас, Аду, помочь поймать птенцов, но один из них летит к окну, где притаилась кошка. Все ахают, когда кошка бросается на птенца. Кошка прыгает, и, к всеобщему удивлению, Катара заслоняет птенца. К счастью, Хаята успевает поймать котенка, прежде чем тот доберется до цыпленка, и напоминает им закрыть окно, когда они выпускают цыплят. Рю гладит Катара по голове и говорит: «Молодец, ты пытался спасти цыпленка». Катара улыбается, держа цыпленка в руках. Наконец Рю, а за ним Катара и цыплята уходят. Сегодня Юда дома и выглядит очень несчастным, когда звонит Рю. Така постоянно подбегает к нему и просит поговорить с ним, а Катара молча слушает.
Юда сообщает Рю, что не сможет прийти в детский сад и попросил Сейкову заменить его. Тот внезапно появляется и пугает Рю. Он говорит, что постарается сегодня справиться с детьми, а ты можешь идти на занятия. Сейкова принес книгу под названием «Теперь ты мама», чтобы позаботиться о Мидоре. Катара хватает его за штаны и мычит в знак поддержки. Сейкова глубоко тронут этим жестом. Шизука говорит Таке, чтобы он вел себя хорошо с Сейковой. А Рю говорит Катара, чтобы тот слушался его. Приходят другие дети и радостно говорят, что это дворецкий. Рю привязывает Мидори к Сейкове. Дети подбегают к нему, и он приветствует их. Сейкова играет на барабане, чтобы развлечь Мидори. Рю говорит, что сегодня он здесь, потому что Юта заболел. Тайрин рад провести с ним время. Близнецы хотят поиграть с Сейковой. Така говорит, что не хочет видеть глупого Юту и чихает. Рю говорит, что ему нужно идти на занятия, спасибо за помощь. Он машет детям на прощание, и они машут ему в ответ, говоря «до встречи». Теперь дети стоят слишком далеко, и Сейкова думает, как создать безопасную и уютную атмосферу для детей. Катара кладет руки ему на плечи, чтобы выразить свою поддержку. Это очень трогательный момент. Сайкава решает, что лучше всего будет поклониться и сказать, что ему нужна поддержка. Дети воспринимают это так, будто теперь они главные. Теперь он чувствует, что детям с ним комфортно, и они тянут его за собой, говоря, что научат его разным играм. Тем временем Юта лежит на кровати и надеется, что дети не слишком по нему скучают, хотя он и представляет, как они плачут без него. Катара держит книгу «Грустная панда». Юта едва успевает отдохнуть, как ему звонит Сайкава. Связь плохая, но он успевает услышать что-то про срочное дело, связанное с Мидори, прежде чем связь обрывается. Когда он перезванивает, телефон не отвечает, и он начинает беспокоиться о том, что могло случиться. В воспоминаниях 10-минутной давности Мидори плачет, потому что испачкала подгузник Сайкове на спину. Он говорит, что нужно поменять подгузник, и Киран бежит за подгузниками, а Така за салфетками. Сайкава благодарит их, но просит не бегать. Киран врезается в Таку, и они оба падают, намочив подгузники в воде. Они начинают плакать, но Сайкава говорит им не паниковать и звонит тебе Зета, чтобы попросить запасные подгузники, потому что это срочно из-за Мидори. Но Мидори бьет его по телефону, и он падает в воду. Киран начинает плакать и говорит, что это вина Таки. Така кричит, что это не его вина. Мидори тоже громко плачет. Увидев, что все плачут, близнецы тоже начинают плакать. Клуб нянь превращается в клуб плакс, кроме Катара. Сайкава укладывает Мидори и берет все в свои руки, поправляет очки и закатывает рукава, затем берет тряпку. Тем временем Рю и его одноклассники бегают во время урока физкультуры. Внезапно один мужчина падает на землю, шокируя Рю. Вскоре он понимает, что это Усайда, которому все еще не здоровится, но он очень хочет узнать, что случилось с Мидори. Рю и Хаята помогают ему и отводят в комнату для малышей. Но с Мидори все в порядке, благодаря Сайкаве, которая сделала ей подгузник и постирала ее одежду. Юта очень рад этому. Така и Киран говорят ему, что у нас все хорошо, иди отдохни. Катара говорит, что нужно пить лимонный чай, а близнецы говорят: «Усай, выздоравливай скорее». Юда начинает плакать, а Хаята говорит: «Ты уже большой, чтобы плакать». Юда собирается уходить, но Мидори хватает его за штаны и тянет к себе. Сикава говорит, что Мидори очень переживала из-за его отсутствия. В этот момент Мидори зовет его по имени, и он краснеет. Рю удивлен, потому что Мидори впервые заговорила. На следующий день Юкари надувает губы, держа Мидори на руках. Она говорит, что это нечестно, потому что первым словом Мидори должно быть мама или папа. Юта извиняется, и Мидори улыбается. В следующей сцене Юки крадется по комнате, пытаясь найти свой мяч. Она краснеет, убеждая себя, что пришла сюда не для того, чтобы подглядывать за Рю. Но, несмотря на все усилия, она подглядывает. Такума замечает ее, и она быстро прячется, прежде чем Рю выглядывает в окно. Появляется Инамата и спрашивает, зачем она прячется за кустами. Она говорит, что не шпионит за Рю, а пришла за мячом. Но мяча уже нет, и Ката играет с ним. Инамата говорит, что она не должна оправдываться и краснеет. Она говорит, что если тебе неловко играть с детьми одному, я составлю тебе компанию. Но, не получив ответа, она собирается уходить. Юки останавливает ее и говорит, что ей трудно с маленькими детьми. Дети открывают окно, чтобы посмотреть, что происходит. Амада берет инициативу в свои руки и сообщает Рю, что Юки нужно привыкнуть к общению с маленькими детьми. Затем она берет ее за руку и ведет в комнату для игр, пока Такума пытается забраться на окно, а Рю его останавливает. Амада говорит ей, что важно привыкнуть к детям, потому что это пригодится в будущем. Юки краснеет от смущения. В комнате Юки смотрит на детей, которые тоже смотрят на нее. Кирин спрашивает, как ее зовут, и она представляется. Дети начинают представляться по очереди, и Юки теряется. Рю говорит, что дети чувствуют себя с ней комфортно, и она краснеет от смущения. Киран прыгает ей на грудь и говорит, что она похожа на маму, отчего Юки краснеет. Другие дети тоже просят потрогать ее. Рю и Амада быстро их останавливают. Юзета предлагает пойти на прогулку, чтобы дети выплеснули энергию, и они радостно бегут к двери. Во время прогулки подростки разбиваются на пары с детьми. Кирин говорит Амаде, чтобы она крепко держала его за руку и не отпускала. Юзета берет за руку Таку, который говорит, что не хочет с ней идти. Рю предлагает близнецам пойти с ним, и они соглашаются. Катара смотрит на Рю, который говорит Юки, чтобы она взяла Катара за руку, потому что он спокойный. Она берет его за руку, и они идут вместе. Юки думает, что он очень милый.
Она вспоминает, как в детстве дети пытались плюнуть на нее или задрать юбку. Но рядом с детьми, такими как Катара, она чувствует себя спокойно. Она замечает, что Катара чувствует себя отвергнутым, потому что он не с Рю. Она думает, что он плачет и достает платок, чтобы вытереть ему слезы. Но у него просто насморк, и она пугается. Така подходит и вытирает ему нос ее юбкой, а Рю останавливает его. Кира подбегает к Юки и просит ее протянуть руку. Она дает ей несколько жуков, отчего Юки приходит в ужас и думает, что никогда не сможет подружиться с детьми, такими как Рю и Амата. Она приходит в себя в кабинете медсестры, и появляется Рю, спрашивая, очнулась ли она. Она садится и краснеет, спрашивая, это ты меня сюда принес? Он отвечает, что тебя принесла сюда Зета. Затем он спрашивает, как она себя чувствует, но она расстроена и говорит Рю, что ей трудно общаться с маленькими детьми. Он уверяет ее, что быть с детьми действительно тяжело, даже ему не нравятся сопли и прочие гадости, как и всем. Просто он привык к этому, даже будучи ребенком, он не любит жуков. Он объясняет, что дети не сдерживаются, когда играют, но когда ты привыкнешь к ним, то будешь чувствовать себя с ними хорошо. В этот момент Ада открывает окно и говорит, что дети хотят извиниться. Кирана с сожалением спрашивает, цветы ведь не такие страшные, как жуки, правда? Юки берет цветы и благодарит их. Все дети улыбаются, видя, что она улыбается. Затем она спрашивает Рю, где Амата, и он отвечает, что она только что ушла и попросила его извиниться перед ней за то, что втянула ее во все это. Услышав это, она бежит за Аматой, которая расстроена, думая, что все портит. Юки обнимает ее сзади и благодарит за все, отчего Амата краснеет и чувствует себя счастливой. В следующей сцене друг Рю звонит и приглашает его в кино. Он отказывается, потому что должен присматривать за Катара. Появляется Сайкава и говорит, что он присмотрит за ним, а Рю может идти. Уходя, Рю благодарит Сайкаву за то, что тот присматривает за его младшим братом, и говорит Катара, чтобы тот вел себя хорошо, пока его нет. Катара кивает, Сайкава уверяет Рю, что защитит Катара ценой своей жизни. Затем он берет Карата за руку, чтобы попрощаться с ним. Когда Рю уходит, Катара становится грустно без него, и Сайкава спрашивает, не принести ли ему что-нибудь перекусить. Но тот качает головой. Сайкава не может поднять настроение Катара с помощью еды. Тогда он предлагает поиграть. Он достает из цветочного горшка растение, похожее на камыш, и машет им перед Катара, который сразу же оживляется. Он начинает махать им, и Катара краснеет от волнения. Сайкава поднимает растение и ловит его. Тем временем Рю встречается со своими друзьями. У Хаята на лице след от укуса. Рю спрашивает, что случилось. Хаята объясняет, что его укусил брат, и он ударил его в ответ. Страшный зомби приближается к девушке, которая кричит и убегает. Рю наблюдает за этой страшной сценой вместе со своими друзьями, которые очень напуганы, кроме Рю и Хаята. В особняке Сайкава бросает мяч Рю. Катара бежит за ним, но, пытаясь поймать его, случайно отбрасывает в сторону. Он начинает бегать за ним по всему особняку. Катара поворачивает за угол, и Сайкава говорит ему, чтобы он не уходил далеко. Он оказывается в комнате с большим открытым окном. Ветер раздувает занавески, а на столе переворачиваются страницы книги. Сайкава поднимает мяч и отдает его Катара. Он говорит, что это библиотека, принадлежавшая покойному сыну председателя и его жене. Он вспоминает, как сын председателя сказал ему: «Сайкава, я прочитаю тебе сборник анекдотов, пока я жив, я хочу увидеть, как ты смеешься». Он также вспоминает, как председательница сказала ему, чтобы он перестал убираться в библиотеке, потому что там больше никто не бывает. Но позже он увидел, как она проветривает ее ради двоих, которые уже никогда не вернутся. Он берет книгу со стола, когда Катара зовет его. Он протягивает книгу, и Сайкава берет ее, спрашивая: «Хочешь ли ты, чтобы я тебе почитал?» И он кивает. В это время председательница выходит из машины и направляется к особняку. Она видит своего сына и его жену в библиотеке, но вскоре понимает, что это Сайкава читает книгу для Катара. Вечером Рю прощается с друзьями и бежит домой. В это время Сайкава и Катара стоят у двери и ждут его прихода. Когда дверь открывается, Катара вскакивает и бежит к брату, обнимая его. Сайкава объясняет, что Катара очень хотел тебя увидеть, поэтому мы решили подождать здесь. Катара все еще не отпускает брата. Ву благодарит его за то, что он присмотрел за Катара. Он достает из кармана брелок зомби в качестве подарка для Сайкавы. Катара называет его зомби. Рю думает, что Сайкаве это может не понравиться, но тот с радостью принимает подарок. Он говорит Рю, что благодаря им двоим у него был замечательный день. В это время появляется председательница и приказывает Сайкаве начать готовить ужин, а когда он уходит, она просит Рю помочь ему. Позже Рю спрашивает Сайкаву, в какие игры они играли с Катара. Он показывает ему мяч и говорит, что они играли в обычные игры, вот такие. Катара показывает свой мяч Рю. Начинается декабрь, и город полностью погружается в рождественскую атмосферу. Катара повсюду одержим Санта-Клаусом. Он останавливается на каждом шагу, когда видит Санту. Мужчина в костюме Санты нервно оглядывается на Катара. Он даже принимает Санту за человека, выгуливающего собаку. Рю падает от усталости, когда добирается до детского сада. Он рассказывает Юте все, и Юта говорит, что поэтому ты опоздал. Катара смотрит на листовку с рекламой азартных игр, Юта говорит, что ты еще слишком мал для этого. Рю возражает: я думаю, он смотрит на Санту на листовке. Така подходит и говорит, что встретил суперкрутого Санту в отделе игрушек. Юта подразнивает его, говоря, что Санта приходит только к хорошим мальчикам, а ты плохой мальчик.
Така плачет и говорит, что он хороший мальчик. Юта говорит, что ты никогда не ешь брокколи. Така отвечает, что ему не нравится брокколи, и Юта говорит, что поэтому Санта не придет к тебе. Тогда он говорит, что будет есть брокколи. Но прежде чем они успевают ответить, Хаята бьет Юдзату, обвиняя его в том, что он специально довел брата до слез. Така спрашивает брата, придет ли Санта к нам домой. Хаята собирался сказать правду, что настоящего Санты не существует, но Рю останавливает его, говоря, что не надо разрушать его мечту. Катара подходит к Таке, тянет его за свитер, когда тот оборачивается, и гладит его, называя хорошим мальчиком. Така спрашивает, придет ли Санта, и Катара кивает. 18 декабря появляется Киран и говорит, что Санта услышал его желание, но это секрет. Ее отец восхищается ее красотой и спрашивает Рю, заметил ли он это, предупреждая его, чтобы он не влюбился в нее. На следующий день Аду зевает, пока дети играют. И тут он замечает Амаду и Юки. 20 декабря близнецы говорят, что попросили Санту навсегда оставить их вместе. Кусу плачет и просит Рю помочь с рождественским подарком для его близнецов. 21 декабря Юкари держит на руках милую Мидори и говорит, что она сделала костюм Санты для папы Мидори. Рю представляет, как он будет выглядеть в костюме Санты, и Мидори улыбается. Позже, переодеваясь в спортивную форму, Рю думает, не переодеться ли ему в костюм Санты. Увидев его большой живот, Юдзукава спрашивает, что он задумал. Рю смущается и говорит, что хочет выглядеть как Санта. Юдзукава подумал, что он притворяется беременным. Юки заглядывает в комнату, чтобы посмотреть на Рю. Кавада говорит, что нельзя подглядывать, когда мальчики переодеваются. Мальчик спрашивает, не хочет ли Рю побыть Сантой для своего брата. Автор прерывает и говорит, что разве это не работа твоего отца? Его друг бьет его, говоря, что он идиот, у него нет родителей. Он извиняется. Рю говорит, что хочет быть Сантой для Катара. Он очень ждет этого. Один мальчик вздыхает, какой же ты хороший старший брат. Другой начинает плакать. Они предлагают Рю купить костюм Санты в интернете, но его смартфон не работает. Они советуют попросить новую председателя, но Рю хочет купить ей подарок за то, что она их приютила. Хаята подслушивает и решает не идти к Джиму и навещает председателя. В канун Рождества они оба с восторгом смотрят на красивую елку. Сайкава устраивает для них роскошный пир. Катара готовится к трапезе. Рю говорит, что это слишком много для нас двоих. Сайкава говорит, что председатель на работе, поэтому ее здесь нет. Это расстраивает Катара. У Сакавы тоже есть дела, поэтому он тоже не может быть здесь, и Катара расстраивается еще больше. Он желает им счастливого Рождества и уходит. Катара хватает Рю за рукав, потому что они остались одни. Рю успокаивает его, говоря, что его брат все еще здесь, и они могут наслаждаться едой. Услышав, что Санта скоро придет, Катара обрадовался. Он вспомнил, что его друзья купили ему костюм Санты. Он сказал Катара, что ему нужно в туалет. Но когда он пошел, его младший брат пошел за ним. Он обернулся и увидел, что Катара идет за ним. Он взял костюм Санты и пошел в ванную, чтобы переодеться. Но когда он сел на унитаз, то увидел, что Катара уже вошел в ванную вместе с ним. И Рю стало трудно перевоплотиться в Санту. В этот момент раздался звонок в дверь, и Катара радостно сказал, что Санта пришел. Когда дверь открылась, они увидели, что все поздравляют их с Рождеством. Рю покраснел, а глаза Катара засияли. Председательница подошла к Рю и дала ему подарок, сказав, что ей не нравятся дети, которые не взрослеют. Она протянула ему подарок. Он взял его. Все были счастливы. Дети, родители и друзья Юу. Но больше всех был счастлив Катара. Выяснилось, что Хаята рассказал председательнице о сломанном телефоне Рю, поэтому он получил новый телефон в подарок от председательницы.